Ребята, всем привет, с вами Макс, канал Red Group. Рад вас приветствовать в новом шикарном видео на нашем канале. И это видео из серии выпусков полных курсов, да, новый формат на нашем канале. Вы просили, я делаю, просмотры набираются, все отлично. Собственно, ребят, давайте так поступим. Это у нас будет полный курс по Next. Вы набрали под предыдущим роликом 1700 лайков вроде бы, что-то в этом формате. И это значит, что я делаю курс и по Next.js, и по Redux. Да, по Redux будет чуть позже после этого ролика, соответственно. Для того, чтобы утвердить позицию о том, что все-таки Redux вам реально нужен и важен, давайте под этим роликом наберем, несчастно там 1000 лайков, для вас это будет легко сделать, без проблем. 1000 лайков набираем, и тогда точно будет следующий ролик уже про Redux Toolkit плюс RTK Query. Также подписывайтесь на Telegram, там я буду проводить опрос, где будет форма, где вы можете указать, что вам нужно разобрать в Redux, и буду собирать фидбэк от аудитории, и на эти темы сниму вот тот самый полный курс, чтобы он был максимально, фундаментально, да, максимально был обо всем, о том, что вы как раз таки будете спрашивать в Телеграме. Окей, ссылочка в описании на телегу, также подписывайтесь. И чтобы поддержать этот ролик, опускайтесь ниже, подписочка на канал, лайк, колокольчик и комментарий. Вот, я подготовил опять содержание небольшое, да, себе в телефончике рядом, да, посидел в кафешке 2 часика, собственно, вот, и есть мне что вам рассказать на самом деле. И когда я готовил этот курс, я думал, что мне такое рассказать про Next.js интересно, чтобы вам это было как бы полезно, потому что по факту Next.js, мы сейчас давайте к нему перейдем, да, сейчас разберем, что такое Next.js. Перед этим скажу еще, что мы будем писать на TypeScript сразу же, да, почему так? Потому что первый момент, я провел опрос в телеге, там около 700, по-моему, было ответов или что-то в этом формате, и ребята выбрали именно вариант, больше всего проголосовали за то, чтобы делать уже изначально с TypeScript. И плюс, мне кажется, что это уже такая продвинутая технология после React, и тут уже человек должен знать TypeScript хотя бы на базовом уровне. Я все равно буду стараться разъяснять, да, все типы, которые я описываю, все интерфейсы, которые я описываю, и надеюсь, что вам будет это все прекрасно понятно и не будет никаких лишних вопросов. Для атмосферы поставился, кстати, увлажнитель воздуха, вот, здесь был в квартире, поэтому, думаю, будет атмосферненько. Так, давайте начнем с того, что такое Next.js в целом, и его преимущество над React. На самом деле, Next для меня это просто вот что-то, то, к чему должен прийти каждый человек, в принципе. Почему? Потому что Next, как бы, это следующая ступень после React. По факту, под капотом он имеет тот же самый React, да, но есть своеобразная обертка над React, которая позволяет делать некоторые интересные вещи. Давайте о них поговорим. Вообще, я могу выделить, наверное, две важных вещи, благодаря которым выбирают Next вообще, да, для чего он нужен. Мы еще в самом конце, да, до конца, я отвечу на вопрос, в каких случаях брать Next, в каких React. Меня спрашивали подписчики как раз таки в опросной форме, и я на этот вопрос также отвечу. Так вот, две главные фичи. То есть, первое, это скорость работы сайта. Он невероятно быстро, наверное, с ней может соперничать только какие-нибудь сайты статичные, типа на Markdown разметки и так далее. А во всем остальном он реально в разы быстрее, чем приложение на обычном React, прям очень быстро. Если мы будем говорить о новом Next 13, который сейчас в бете находится, да, опять же, в конце ролика мы его разберем, то в таком случае будет еще быстрее, грандиозная будет скорость, с турбопаком это будет вообще жесть. Вот, но даже сейчас он все равно быстрее, он все равно прям круто работает, и благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что у вас подгрузка некоторых данных происходит на сервере, то есть они грузятся не на клиентской части, а на серверной части. Что я имею в виду под этим всем? Напомню, у нас нет теории, да, в уроках, но я постараюсь своими словами просто вам рассказать. Значит, смотрите, идет запрос сервера, точнее, как происходит обычно React приложение, да, человек открывает сайт, у него ничего до этого не подгрузилось, и уже в процессе, прям у клиента в браузере, прям вот у человека, у пользователя в браузере, идет загрузка всех данных. То есть там профайл грузится товары, грузятся категории, пагинация, не знаю, все что угодно. Все грузится, там слайдер, карусель, неважно. Все это загружается в один момент на клиентской части с помощью того же условно React Query. И причем React Query это еще лучший вариант на самом деле. В Next вам позволяет вот такие штуки делать с помощью статики, либо с помощью сервера. Да, то есть это значит, что вы можете заранее все данные подгрузить, и потом эти данные уже будут загружены на момент открытия сайта, скажем так. И это в разы ускоряет скорость открытия сайта. Кроме этого, это я так поверхностно прошелся по этим моментам, да. Второй важной фишкой является непосредственно SEO-оптимизация, да, то есть это то, что ваш сайт будет доступен для поисковых машин, потому что сайт на React, кто бы что ни говорил о том, что SPA, то есть Single Page Application, неплохо сейчас поддерживается, все равно, ребят, до уровня Next им еще далеко, то есть, это совсем разное. То есть, когда поисковая машина заходит условно на сайт, написано React, я вам еще дальше покажу, и, по-моему, я это показывал в полном курсе по React, там вы видите просто структуру, просто разметку и просто div ID root. Больше вы ничего не видите. То есть, не видите никакой контент, не видите никакий там, не знаю, профиль, не видите, условно, там, товару, карточки товара и так далее. Это все вы не видите. И это, конечно, плохо, да, потому что поисковая машина не понимает, а что мне индексировать? Я ничего здесь не вижу. И касаемо Next.js, из-за того, что данные грузятся прямо на сервере, да, и вы уже получаете готовую HTML-страницу, то у вас, соответственно, да, будет уже сразу вот открываешь код сайта, да, и у вас полностью весь сайт уже, структура полностью готова, потому что грузится все на серверной части. Вот, у этого есть определенные особенности, да, то есть в том плане, что когда будете разрабатывать на Next, вам нужно иметь в виду некоторые нюансы о том, что у вас компонент грузится сразу в двух местах, то есть это и на сервере, и на клиенте. С бета Next, который выйдет скоро уже, надеюсь, да, из беты, там можно будет делать компоненты отдельно клиентские, отдельно серверные, пока мы к этому не будем возвращаться. Вот, и важно просто понимать, что
что вот так оно работает, да, то есть и это нужно иметь в виду просто. И если вам, допустим, нужно какой-то компонент загрузить именно на клиенте, мы с вами научимся это делать, да, вы делаете просто импорт SSR False, и у вас все прекрасно будет работать. Окей, надеюсь, по Next, ребят, более-менее вам что-то стало понятно. Давайте перейдем на официальный сайт, я вам покажу, как он выглядит в целом. И все, да, собственно, вот так выглядит официальный сайт Next.js. Смотрите, какая тема. Сейчас 13 версия, да, у нас актуальная, но это не та 13 версия, о которой все говорят, потому что в ней есть бета-функционал, который еще недоступен. К примеру, вот, то, о чем многие, скорее всего, если это видео вы смотрите, условно, через год, условно, это уже вышло. То есть есть у нас Powerful Routing and Layouts. Это те самые лейауты, та самая папка app, которая позволяет вам очень удобно делать структуру вашего Next. Мы об этом немножечко поговорим в конце этого ролика, потому что на этом сейчас я не рекомендую писать, потому что эта штука еще не адаптирована. Она имеет очень много багов, и, конечно, работать с ним пока что одно мучение, только вообще многие библиотеки ее даже не поддерживают, поэтому, ребят, пока что не используйте. Я в качестве того, что я понимаю, этот ролик будет смотреть, скорее всего, люди из будущего, я в конце немножечко этого коснусь, но весь ролик будет построен именно на текущем Next.js 13, который, все функции, которые не в бете, скажем так. Вот, ну здесь фишки всякие. Ну также есть крутая оптимизация по шрифтам, да, крутое подключение шрифтов и картины. С картинками вообще идеальная работа, то есть в том же React вы делаете обычный image, да, тег, здесь вы делаете image component, который вам позволит очень круто оптимизировать картинки, то есть он вам и под размер подгонит, и под формат подгонит, то есть если у вас был JPEG, он его превратит в WebP и так далее, то есть в плане оптимизации картинок вообще все идеально. Ну еще преимущество Next, наверное, это то, что у него есть встроенная API, вы можете свою API-шку написать внутри Next, как бы, да, из-за того, что на сервере работает также. Короче, мы с вами это все разберем, все эти плюшки, ну вот здесь, в принципе, написаны все эти преимущества. По мере ролика у вас будут тайм-коды, вы можете их смотреть, в принципе, да, и переходить на нужные вам интересные моменты, вот, но мы будем начинать постепенно. Давайте создадим наше приложение для начала, перейдем в терминал, значит, пишем yarn create next up, по-моему, так пишется. Да, немножко по-другому, ребят, пишется yarn, пробел create, пробел next up, да, вот так ставится. Я просто раньше просто делал через утилиту create next up, теперь она так делается, очень со мной удобно. Спрашивают, как будет называться наш проект? Наш проект будет с вами называться... Слушайте, я думаю, что мы займемся также каталогом, да, только уже на Next, вот, чтобы вам было сравнить с React с тем же самым. TypeScript будем юзать, да, конечно же, если нет, для работы в команде больше, и папку source я буду юзать, потому что в перспективе она и как бы и будет являться основной папкой, поэтому ее также добавим в проект. И вот как раз таки экспериментальную app директори мы рассмотрим в конце этого ролика, да, потому что, еще раз повторюсь, там много багов, она еще нестабильна, мы ее рассмотреть пока что не будем, то есть в качестве продакшн проектов пока использовать не рекомендую, ни в коем случае. Так, значит, no, да. И вот этот очень важный момент, алиасы. Вот круто, что они эту тему реально добавили, потому что это невероятно удобно, в том же, по-моему, Vue уже, да, из коробки идет. То есть это что за тема такая интересная? То есть позволяет вам сократить ваши пути. То есть чтобы у вас, допустим, когда идет импорт какого-то, не знаю, файлика, да, чтобы если у вас там глубокая структура очень, не было такого, да, типа там, ну, как я сейчас на экране покажу, вот так, components условно, там, UI и так далее, ну, понимаете, да? Чтобы такого не было, вы просто пишете слэш, точнее, собака, слэш и components. Все, то есть он уже берет сам этот путь, сам прибавляет его из абсолютного пути папки source. Давайте напишем, что мы хотим. Мы хотим как раз именно такой алиас, вот, и давайте его посмотрим. Все, проект ставится, по идее должен поставиться очень быстро, и, собственно, да. Вот, все очень быстро поставилось, на самом деле быстрее, чем тоже React, если рассматривать React именно не через Vue, а React через NPM, вот это гораздо быстрее работает. И откроем VS Code, то есть мы пишем код, car, каталог, next, погнали. Так, открыли. Сразу будет много вопросов, я так и быть вам расскажу, что это за тема, потому что на стриме меня просто все задушили этими вопросами. Смотрите, ребят, сразу показываю тему. Так, color them, код stack them, сразу же видите, да? И иконочки у меня идут, иконочки, Sweet VS Code Icons. Все остальные настройки, в том числе и шрифт, смотрите ролик на канале настройка VS Code, потому что там со шрифтом очень неоднозначная ситуация, и там не так все просто ставится. Окей, давайте постепенно будем все дело разбирать. Я чуть покрупнее сделаю, пока что, да, думаю, что это будет оптимально. Вот, давайте разберем структурку саму. Структура очень интересна. Значит, здесь, в принципе, похоже все на React. Так, ребят, я сейчас только обнаружу, что у меня очень сильно шумел ноутбук. Прошу прощения за все шумы, ребят. Ладно, с этого момента их уже не будет. Я что-то тупо забыл выключить вентилятор, я встал на охлаждение просто, чтобы он кайфанул до записи видео. Окей, ладно. Так, смотрим, значит, файлики. Значит, yarn-log, да, мы с вами уже знаем этот файлик. Этот файлик, ну, во-первых, ребят, смотрите, перед просмотром этого ролика вам важно понимать React. И важно посмотреть предыдущий ролик, полный курс по React. После этого возвращайтесь сюда обратно. Значит, yarn-log файл, да, здесь мы все пакеты, да, их версии указаны. test-config.json, это интересный файл, где полностью конфигурация нашего TypeScript. Значит, мы здесь и таргеты указываем, и библиотеки, и allo.js и так далее. Это
это ролик не по TypeScript, да, я могу его снять, если вам это нужно будет актуально, пишите комменты, вот, но пока что мы разбирать здесь ничего не будем, да, то есть жесткий режим ставим, там, no emit ставим и так далее. JSX ставим preserve из такого и модуль ESNext ставим. Также вот те самые алиасы мы прописываем, которые он нас спросил изначально, и в принципе все. Тут разные другие нюансы подключаются. Дальше, это файлик readme для гита package.json, да, вот файлик с зависимостями и настройками определенными. Вот скрипты для запуска нашего проекта и вот наши зависимости. Здесь просто React идет и над ним идет Next. Также React DOM и TypeScript. Все максимально просто и все понятно. Next config, мы с ним еще подружимся ближе к концу ролика, мы его разберем, какие здесь есть настройки, в целом для чего он нужен. Короче, с этим конфигом мы еще поработаем. Многие просили опять же, поэтому разберем. Next env это в принципе для TypeScript, мы его тоже не трогаем. Git ignore тоже для гита. Смотрим дальше. Паблик. То же самое, что и в React абсолютно. У вас папочка паблик, которая является статичной, вы можете легко ее открывать по пути. Давайте запустим наш проект, во-первых. Yarn dev. Открываем его здесь. Отлично, вот наш проект открылся. Теперь давайте откроем любую картинку. Допустим, /next svg. /next svg. И как я и говорил, как и в React, да, то есть у вас статика прекрасно работает. Вот. Это открывается по обычному пути. Дальше source. Тут будет вестись вся основная работа. То есть работа мы, по-моему, в React тоже в папке source писали. Я раньше до этого любил папочку app делать. Ну, окей, с новой версией Next рекомендую именно через source делать, потому что в потенциале app будет зарезервировано. Значит, pages. Тут все наши странички непосредственно идут. Сейчас мы с них разберемся. И есть стили, да, базовые какие-то стили. Вот. Страница — это тот самый роутинг, который у нас есть. То есть вам не нужно здесь ставить отдельно React Router DOM. Это, кстати, еще одна фишка, еще одно преимущество. У вас роутинг гораздо удобнее, чем в React Router DOM в миллион раз. Вот реально, это прям, это топчик. Ну, сейчас мы к этому перейдем, понятное дело. Как раз дальше у нас по плану это рассмотреть страницы роутинг. Давайте их рассмотрим постепенно. Ну, а перед этим, ребят, расскажу про нашу подписочку, буквально минутку вашего времени. Это невероятно крутой материал, крутой продукт, на самом деле, самый выгодный в нашем IT-ютубе, наверное, да, потому что вы всего лишь за 2000 рублей получаете доступ к целым 6 интенсивам. Сейчас вы все интенсивы видите на экране у себя. Это интенсивы и для начинающего уровня, и верстка есть, и для продвинутого уровня, и по мобильной разработке даже есть. То есть интенсивы прям мощные. То есть там их 6 штук, они разного уровня, и скоро добавится 7-й, уже в этом месяце выйдет интенсив по чистому JavaScript, который подойдет идеально для всех, просто кто хочет войти в нашу сферу, для тех, кто хочет пойти во Vue, в Angular, в React, неважно. База нужна всем, и вот эта база выйдет уже в этом месяце. Но цены поднимутся, поэтому, ребят, лучше купить сейчас подписку и наслаждаться, пока что проходить то, что есть на сайте, потом выйдет новый интенсив, и также его будете проходить. То есть у вас будет смысл в том, что открывать доступ ко всей платформе. Все, что будет выходить, у вас будет также, ну, если вот здесь подписка, у вас все будет также открыто абсолютно бесплатно. А касаемо других плюшек, это поддержка в веб-чате, это рубрика «Проект с нуля», это исходники больших проектов, что я имею в виду, то есть люди, которые покупают подписку, они становятся не просто вот обладателями подписки, да, они становятся уважаемыми людьми на канале. Что это значит? Эти люди всегда имеют доступ к премиальному контенту. У меня каждый ролик выходят какие-то исходники, мы делаем всегда какие-то проекты, типа Amazon 2.0, Rutube 2.0, типа вот это текущий курс, да, по Next, курс по React. Все исходники, именно финальный вариант проекта, все, что мы в итоге сделаем, выкладывается только исключительно в платный доступ для тех, у кого есть подписка. Поэтому ребята, которые имеют подписку, они имеют огромные привилегии на нашем канале, и в целом, ну, считаются уважаемыми ребятами у нас в чате, на стримах и так далее. Поэтому, ребят, покупая подписку, вы также становитесь просто, ну, уважаемый человек на нашем канале. Если вам нравится наше творчество, то welcome. Вот. Ну и, соответственно, получаете более 70 репозиториев, которые мы снимали до этого роликов. То есть там огромное количество проектов. Большие розыгрыши и авторские стримы также проходят раз в месяц эксклюзивно на платформе. Касаемо тарифа на 3 месяца и навсегда, там все то же самое абсолютно, только добавляется еще закрытый клуб в 5 утра, да. Я напоминаю, что я уже 3 года встаю в 5 утра и ложусь в 9, у меня идеальный режим, мне все по кайфу и так далее. Ходить научиться также, есть закрытый клуб, специально для этого создан. И еще тариф навсегда дает вам просто, во-первых, привилегии в том, что вы на всю жизнь забываете об оплате на нашем сайте. Вы один раз купили, и у вас все интенсивы, которые будут выходить, для вас будут абсолютно бесплатно доступны вообще на всю жизнь, да, то есть все, что было, все, что будет, для вас будет всегда бесплатно. И также у вас уникальный тег VIP в чатике, у вас будет приоритетная поддержка. Список всех интенсивов более подробно можно прочитать по ссылке в описании вот здесь. Интенсивы доступны по подписке. Нажимаете на каждый, открываете в новой вкладке, там есть содержание, тут есть демка проекта, здесь есть, собственно, стеки, да, что мы где использовали. Опускаемся ниже, тут есть полный стек, что вы сможете сделать и так далее. И так в каждом интенсиве можете посмотреть и оценить, нужно вам это вообще или нет. Самое важное, что вы получаете, это практику. Вы становитесь реально не просто теоретическим разработчиком, таких у нас полно, а именно практикующим разработчиком, который сможет хоть что-то написать без чужой помощи. И вот это я пропагандирую, и я считаю, что эти разработчики будут пользоваться спросом у тех же работодателей. И последний момент, ребят, это оплата из других стран. Вот вверху ссылочка оплаты из других стран. Нажимаете инструкция, открывается вот такая страничка. Первый способ
способ, в тенге можете оплатить, можно оплатить в евро, если, допустим, находитесь в еврозоне. Важно понимать, что не работает первый способ, попробовать второй способ. Эти два способа работают безотказно. 95% случаев они обалакивают, и все прекрасно работает. Но не забывайте, подписка начинается в ручном режиме именно для иностранных карт, поэтому нужно подождать будет немножко там, ну, пока менеджер вам ответит. Вот и все. Но это не проблема, опять же, ничего из такого нету. Вот, ссылку оставляю в описании, ребят. Сейчас на экране также давайте размещу немножко отзывов. Вот вам 5 отзывов на экране. Прочитайте, изучите. Может быть, они вам дадут понять качество нашей платформы и качество наших интенсивов. Опять же, у нас нету теории, практически нет, да, может быть, 2-3 урока в каждом интенсиве, но у нас есть практика. А практику мало кто дает, вот именно написание реальных проектов. Так что все, ребят, значит, переходите по ссылке в описании и, собственно, подписывайтесь и ставьте лайки. Вот, а мы продолжаем. Так вот, ребят, по поводу роутинга, смотрите, у нас есть с вами API, интересная папочка, мы сейчас к ней перейдем чуть попозже, и есть вот такие странные файлы. Давайте разберем, что каждый из них значит. Смотрите, сейчас мы видим базовую структуру каждого index.js приложения. Значит, index.tsx значит, что будет открываться этот файл по обычному пути. Как видите, вот он, localhost 3000 / все. Вот по этому пути открывается главная страница. Вот она здесь, собственно, интегрирована. Это главная страница. Касаемо других, смотрите, app.tsx, да, этот корневой файл, ну, не совсем, вот этот файл еще более корневой на самом деле, да, а это чуть-чуть менее корневой, но тем не менее, да. То есть это файл, который будет просто открывать наш самый главный компонент, да, который мы будем передавать отсюда, и непосредственно здесь мы делаем различные обертки. Что я имею в виду под обертками? Условно, всякие провайдеры типа Redux, условно, всякие, я не знаю, провайдеры типа, я не знаю, что еще можно придумать, авторизации, контекст, то же самое, что мы делали в предыдущем ролике и так далее. То есть все это мы, собственно, будем делать вот здесь. То есть всякие моменты вот здесь выполняются. То еще, касаемо файла documents.tsx, значит, здесь мы делаем такие какие-то базовые настроечки, больше касаемо HTML. Здесь вся наша базовая структура именно всего нашего приложения. То есть если мы посмотрим нашу структуру, откроем ее page source, во-первых, мы увидим с вами интересную картинку, а тут, к сожалению, нельзя, да, сделать адекватное форматирование. Wrap, syntax highlight. Да, кстати, в Chrome в этом плане лучше гораздо. Ну, окей, нам это не мешает. Вот если мы сейчас просто посмотрим, допустим, тот же самый Docs, смотрим Docs. Так, Docs еще есть. Вот, пожалуйста, Docs, да? Да что ты будешь делать? Вот Docs, вот он Docs, да? Вот он дальше Defined и так далее. Это как раз-таки полноценный вот этот текст, который есть на странице. Про это я вам говорю, да? То есть поисковая машина видит, у вас уже есть полноценный текст уже при первой загрузке вашего сайта. Про это я говорю, что SEO-оптимизация в этом плане очень круто работает. Значит, идем дальше. Касаемо структуры, вот видите, HTML language yen, английский язык, да, там head, и в head что-то мы вставляем там и так далее. Мы с head'ом еще отдельно поработаем чуть дальше в этом ролике. Также у нас есть, собственно, линки различные, favicon и так далее. Все это можно менять здесь абсолютно. То есть можем head, допустим, развернуть вот так. И в него, допустим, указать тот же самый тайтл поменять, да, допустим, hello. Ну, так мы делать никогда не будем, конечно, да, у нас будет другой способ. Но, тем не менее, вот обновляем страничку. Тут, к сожалению, не работает, потому что у нас тайтл перезаписывается с помощью другого тайтла. Вот здесь у нас, видите, тайтл уже есть, поэтому мы это все скроем. И обновимся. И видите, hello поменялось вверху. Вот, hello вверху поменялось. Отлично, понятно, да? Вот, ну, с head'ом мы еще поработаем, поэтому не парьтесь. Тут, короче, меняются такие моменты, допустим, на русский язык можем поменять без проблем. Вот, меняется на русский, где у нас, вот, русский язык и так далее. Все это дело здесь у нас меняется. Также есть body, в нем мы указываем, где будут скрипты наши инициализироваться, где main часть будет инициализироваться. Вот, собственно, так оно все как бы работает. Так, это мы с вами закрыли. API. То есть API это уже отдельная папочка, которая позволяет вам, собственно, делать свой полноценный роутинг, да? Я имею в виду полноценную API-шечку. У нас есть какая-то API-шка здесь или нет? По идее есть. То есть она идет вот по этому пути и открывается здесь. Можем ли мы как-то протестировать? Это get запрос. В принципе, по идее можем. Давайте попробуем это сделать. То есть мы, по идее, если открываем /API, /hello, то вот, пожалуйста, мы получаем JSON данные. То есть name John. Вот. Вот, name John мы получаем спокойно. Вот, то есть получается, что у нас API прекрасно работает. Мы с ним тоже сегодня поработаем немножечко, прям совсем капельку. Но я не рекомендую так делать, потому что API лучше писать на полноценном отдельном сервере. Это будет гораздо лучше, чем вот эта картина. Собственно, да, здесь также все стили подключаются у нас, импорт, типы импорта и так далее. Я еще в конце ролика расскажу вам интересный лайфхак. Мы здесь перезапишем свой тип и сделаем так, чтобы мы могли у компонентов добавить свое уникальное поле для авторизации. Вот это будет прям очень интересно. Я такой лайфхак использую в интенсивах. Там мы, конечно, более подробно разбирали, но тем не менее. Вот, но здесь мы тоже этим позанимаемся. Поэтому давайте мы сейчас дадим еще одну роутинг, попрактикуемся немножечко. Смотрите, если мы создадим файлик с вами, допустим, about us.tsx, раскроем компонент наш, и вот так мы это все дело укажем. About us page. Сохраним. Теперь попробуем открыть. /about us. И, как видите, вот открылась наша страничка. Вот, то есть вот так оно все работает, на самом деле. И ничего здесь сложного нет абсолютно, вот так легко роутинг работает. Если вы вспомните тот же самый React, там React Router DOM, там в разы сложнее все делается, и там прям, ну, очень сложно. Вот в сравнении с этим, там прям в разы сложнее. Поэтому роутинг здесь невероятно удобен, и он здесь реально выигрывает. Это прям топовая тема. Правильная структура для компонентов. Смотрите, ребят, я придумал правильную структуру. Ну, как я придумал? Наверное, кто-то до меня еще придумал, но я к этому пришел чисто из-за практики. Так как мы имеем очень зарезервированную структуру, да, внутри pages, то есть это та структура, которую мы менять
менять не можем. Мы не можем здесь создавать файл стиля, мы не можем здесь создавать интерфейсы, мы не можем создавать здесь типы, мы не можем создавать там фейковые данные какие-то и так далее. Здесь мы этого делать не можем, потому что здесь четко зарезервирована структура. Если мы, к примеру, создадим здесь папочку about us, да, то она у нас будет зарезервирована, да, вот, допустим, вот так, да, и тогда у нас путь будет открываться вот так, /about us и так далее. Понимаете, да? То есть это все у нас зарезервировано, мы не можем ничего здесь исправить. Мы к этому, никакие руки прикладывать не можем. То есть структура уже изначально задана Next, в том и плюс фреймворка, да, в том, что он вам дает понять, как вам нужно писать код. Касаемо моего подхода, что я рекомендую делать? Допустим, мы же хотим с вами писать красивое приложение, красивую структуру, мы хотим с вами делать так, чтобы у нас рядом в одном скопе, в одной папке лежало все, что относится к этому компоненту. Как это делать? Смотрите, я в папке Source создам просто папочку Components, в ней создам папочку Screens, как раз наши экраны. Создам здесь еще один экран, это Home, это главная страница будет Home. И тут создам еще один компонент, назову его home.tsx. Развернем этот компонентик. Вот, об этом я еще поговорю, ребят, с вами, сейчас пока что не смотрите на этот момент. И что мы делаем, ребят? Вот наш Home, да, как нам подключить теперь туда? Все, что мы здесь делаем, мы делаем просто вот это копируем. Так, это мы убираем и вставляем здесь наш Home компонент. Да, но чтобы его вставить, поменяем сначала здесь. Здесь будет Home Page, я обычно пишу, а здесь пишу. Во-первых, мы с вами видим красивый путь с помощью алиасов, прям вообще конфеточка идеал. Во-вторых, мы можем здесь спокойно все привязать сюда, стили перенести теперь там, где они должны находиться. Вот я не знаю, почему они такую структуру диктуют кривую. Ну вот, теперь можем стили полноценно перенести, они будут находиться вот прямо здесь рядышком. Вот так вот. И что еще? Да и все остальное мы, наверное, оставляем. Вот это, единственное, шрифты можно тоже перенести. И имиджи тоже переносим. Все, мы это все отсюда забираем. Так, это вставляем здесь. Импорты я немножко не там сделал. Ну, сейчас мы их сделаем. Импорт Home Module CSS. Окей. Так, вот так только. Хорошо, ребят. Вот такая у нас картина в итоге получается, да. Стили, мы забыли, именно стили мы забираем, да. Import Styles. Мы с модулем уже работали с вами в прошлом ролике, поэтому, собственно, мы к ним еще вернемся попозже. Вот так мы сделали. То есть мы здесь по факту все, что мы делаем в этом компоненте, это мы по факту, я не считаю это компоненты, я считаю это реально страницей полноценной. Здесь мы делаем именно возврат на наш уже полноценный компонент, в котором все будет происходить, и здесь у него есть своя структура, стили, фейковые данные, интерфейсы, типы, все это здесь может легко лежать, свои кастомные хуки и так далее. Касаемо здесь, мы только переадресовываем, и также на этом этапе мы можем делать подгрузку данных с помощью SSG, SSR, либо ESR. Это мы разберем чуть дальше в ролике. Мы это здесь будем делать, здесь отдавать данные, и они сюда будут переноситься. Вот и все. Вот такая история. Поэтому я рекомендую делать всем искренне такую структуру, потому что она очень удобная. Вы здесь все делаете, здесь вы просто переадресовываете, и у вас все прям красиво работает. Давайте попробуем это все открыть. Открываем. И, по идее, поменяться ничего не должно. Так оно, в принципе, и произошло. Давайте немножко поговорим про useRouter. Какие у него вообще есть интересные штучки. Значит, useRouter. Вот. Значит, что из такого часто используемого? Используется sPath и PathName. Но на примере на вот этой страничке это криво будет показывать. Давайте на другой страничке. Значит, создадим с вами сразу же страничку нашей машины. Помните, у нас вот, допустим, хорошо, я не буду обращаться много к предыдущему ролику. Многие из вас, может быть, его не смотрели, не хотят смотреть. Давайте заново, да? У нас, допустим, сейчас будет каталог машин. Будет вот целая витрина машин. И мы хотим перейти в каждую машину по отдельности. Задача на текущий момент это сделать динамичный роутинг. То есть сделать так, чтобы у нас, допустим, был адрес /car/ допустим, ID машины, да, в нашем случае это пойдет. Можно сделать там типа Slack, Alias и так далее. То есть я еще раз повторюсь, хочу путь видеть именно в таком формате. /car/ /1, допустим. Это будет айдишником, который мы хотим получить и по нему получить данные этой машины. Этим мы займемся чуть дальше, но тем не менее давайте пока создадим эту страницу. Как мы это делаем? Мы создаем папочку, во-первых, car. Так, только не в скринах, да, а вот здесь. Папочку car, потому что /car. А дальше создаем динамичную страницу. New file, значит, квадратные скобочки, tsx, и в них мы указываем динамику. В нашем случае это будет айдишник. Вот то, что вы здесь укажете, это название, вы по этому названию потом его сможете легко получить. То есть указываем здесь, допустим, ID, потом легко можете получить параметры ID и так далее. Enter, открываем, разворачиваем наш компонент, дефолтный, в принципе. Тут у нас некрасиво все идет. Car page. Отлично. И сохраним пока что. Car page. Окей. Если мы сейчас с вами перейдем еще в скрины, переадресуем, как мы с вами делаем по красоте все. Или ладно, давайте пока не будем переадресовывать, потому что нам для теста useRouter хватит. Смотрите, значит, во-первых, мы вот этот айдишник можем получить как и на клиентской части, так и на серверной части. Так вот, серверную часть получим мы чуть дальше, да, ближе к середине ролика, когда будем делать подгрузку данных. На данный момент нам это не надо сейчас показывать. А касаемо клиентской части, мы сейчас это с вами все сделаем. Как раз таки давайте посмотрим, что он делает наш замечательный, вот такой интересный хук useRouter. У него очень много полезных штучек. Давайте разберем пока что вот такие вот sPath и PathName. Я их не просто так взял вместе, потому что они очень сильно похожи. Так, давайте мы в консольку выведем sPath и PathName. Сохраним, обновим страничку.
перейдем по адресу car, допустим, 1. Перешли, вот. И вы, наверное, сейчас видите, Макс, а что это у тебя такое в терминале? Почему у тебя в терминале отображается консоль лог? Вот те, кто в React работали, ни разу в Next не работали, они такие типа, вау, а почему так? А люди просто не понимают, ребят. А я вам объясню. На самом деле, ребят, в этом ничего удивительного нет, потому что я вам, помните, говорил в начале ролика, те, кто слушал внимательно, они прекрасно понимают, что у нас на самом-то деле, в начале ролика, да, разговор шел про то, что Next открывает, собственно, компонент в двух местах сразу же. То есть и в серверной части, и в клиентской части. Так вот, та самая серверная часть, мы в терминале видим наш консоль лог, а клиентская часть мы видим в консоли браузера. Инспект, консоль, и вот, пожалуйста, в консоли браузера мы все видим прекрасно. Тут дублируется, к сожалению, но это не обращайте внимания, это нам сейчас не интересно. Car ID и Car, это, по-моему, Firefox, да, чисто дублируют? Наверное, да, я думаю, поэтому забейте. Вот, и тут вы уже можете увидеть различия SPath и PathName. На самом деле, для чего они чаще всего служат? К примеру, мы хотим проверить внутри нашего сайдбара, допустим, какой у нас элемент сейчас открыт. Если у нас открыт, допустим, машина, мы делаем, ну, там, условно, делаем проверку, да, if PathName равен, условно, там, car, или лучше, знаешь, car у нас будет, может много быть, поэтому я сделаю includes car, допустим, да. Если так, то мы там что-то выполняем в этом плане, да, допустим, вешаем активный класс, к примеру. Касаемо SPath и PathName, чем они отличаются? Вот наглядный пример можно увидеть здесь. То есть у нас SPath, он заменяет уже ID-шник на реальный ID-шник, то есть условно на единичку, а PathName, он ее не заменяет, он ее указывает, ну, так, как просто это ID-шник, динамичный ID-шник, вот и все. То есть очень важно понимать, давайте я вам приближу. Вы сейчас, возможно, из-за моей вебки не видите, давайте так повыше сделаю. То есть видите, да, эту историю? Вот так и вот так. Это SPath, а это PathName. Они очень похожи, но и при этом очень не похожи, поэтому имейте это в виду, просто есть различия определенные. Тут выбирайте под свои нужды, как бы, смотря что вы хотите сделать, условно. Вот, в некоторых местах в них нет разницы, в некоторых местах, когда вам нужно понять ID-шник, в них есть разница и так далее. Так что вот такой особенности есть у useRouter. Но это еще не все, да, давайте еще откроем useRouter в Next.js, я вам покажу, где вообще эту информацию читать, все, что вы хотите о нем знать. Значит, вот как тот пример, который только что вам привел, в принципе, почему бы нет, да. Вот, здесь разные есть вот то, что есть в этом объекте. На самом деле, мы сейчас еще разберем некоторые. Во-первых, я хотел бы еще разобрать query. Откроем query. Как видим, вот тот самый наш query ID-шник, да, вы нас спросите, Макс, а query это же вот эти параметры. То есть, типа, мы можем писать, допустим, ID2. Вот, ID2, допустим, можем, но мы же его здесь не видим, да? А я вам скажу, нет, ребят. Query здесь, в Next, это значит не вот эти параметры. Query это как раз-таки вот этот динамичный ID-шник, который мы указали. Вот. Тем самым, вот, пожалуйста, можем взять query ID и получить тот самый ID-шник на странице. Обновляемся, вот, query ID 1, пожалуйста. Круто, я считаю, что вполне круто. Вот, ну и другие также. Local часто используется, если вы, допустим, делаете этот сайт мультиязычный, я когда делал в своем опыте, да, я это часто использовал. BasePath тоже бывает, в принципе, юзается, да, можно без проблем поюзать. Ну и, наверное, другие я так и не использовал больше. Наверное, да. Ну и про push, да, мы сейчас не забудем. Push, конечно, мы сейчас поюзаем. Вот, да. Тут все можете изучить, почитать и так далее, этот момент. Наверное, я вам больше ничего не скажу, потому что все остальное, оно редко используется и, наверное, даже не нужно. Вот, ну в любом случае, вот ссылочка, можете здесь его почитать, документация. А мы с вами рассмотрим последний нюанс, который можно рассмотреть, да, мы отсюда можем забрать с вами push, либо replace, да. Это абсолютно то же самое, что мы с вами рассматривали внутри нашего редакса. И вот видите, кстати, интересно, в консольке у нас пишется undefined, либо объект, да, потому что на серверной части у нас query такого нету. На сервере мы будем получать немножко иначе вот этот ID-шник. Я вас научу это делать на этапе, когда мы будем данные получать с сервера. Вот. И это интересный нюанс, к этому опять же нужно привыкнуть немного. Вот, push replace это обычные кнопочки, которые будут просто заменять наш URL. То есть, условно, мы хотим открыть, условно, button. Ну, там, go home, да, к примеру, на главную страницу. И мы как в том же React легко это выполняем, только здесь push достаем именно из useRouter. Push. Тут мы делаем, значит, ну, допустим, главную страницу. Вот. А это то же самое, только мы будем заменять, и у нас не будет возможности стрелка назад сделать. Replace. Так. Обновимся. Вот, две кнопочки, нажимаем Go Home, возвращается на главную страницу без перезагрузки. Нажимаем Go Home второй раз. Да, и как видите, мы не можем вернуться на обратную страницу, потому что ее просто не существует. Вот и все. Окей, то есть Replace, он то же самое, что Push выполняет, только удаляет историю, все, что было до этого. Вот и все. Так, по поводу useRouter, основных его аспектов мы разобрали. Мне кажется, пример вполне был наглядный, и здесь все было прекрасно и понятно. Вот, вообще вопросов возникнуть не должно, по идее. Так, давайте с вами что-нибудь сообразим, да, я не помню, у меня было в планах или не было, наверное, не было. Давайте сейчас пока что быстренько сообразим здесь. Создадим, значит, новый фолдер, назовем ее layout. Создадим сам файлик layout. Это будет наша обертка, которая уже будет с хедером, условно, до каждой страницы. Развернем его здесь. Кстати, тут нужно вот по-другому развернуть. Все эти сниппеты, ребята, есть, кстати говоря, в моей настройке VS Code, которая была на канале недавно. Окей, это мы с вами сделали. Ну, тут забираем children отсюда, да, и просто прокидываем его внутрь. Вот и все. Это наша обертка будет. Children. Хорошо. Что нам здесь еще потребуется? Тот самый хедер. Я хочу сделать себе хедер. Давайте его сделаем хедер папочку. Потом header component, header.tsx,
Окей. Создадим, наверное, что-нибудь примитивненькое. То есть, я не знаю. Давайте создадим header data.ts. Не, давайте прямо здесь пропишем, ребят, потому что data.ts я не хочу делать, слишком простой пример. Вот, и сделаем парочку ссылок. Как делаются ссылки в Next? В Next ссылки делаются с помощью линки. Делаем линк, вот, и у тебя спокойно делается ссылка. То же самое, что и в React, есть одно различие, что здесь вместо to вы пишете href. Вот, здесь такой есть нюанс определенный. А так все то же самое абсолютно. Раньше нужно было добавлять тег ava внутрь, теперь это делать не нужно наконец-таки, да, и можно писать просто вот так вот и наслаждаться. Вот, продублируем home и пусть будет там, я не знаю, about page, хотя у нас ее нету, но тем не менее, да, about. Окей. Все, сохраняем. Тут я немножко накину стилей. А у нас нет Tailwind, да, чтобы быстренько преобразить эту всю картинку. Ну, мы можем, условно, через модули, да, все сделать. Можем здесь создать header модуль.css. Так, а у нас по плану когда там идет SCSS? А, уже прям скоро. Сейчас мы этим займемся. Мы сейчас поменяем на SCSS. Все-таки у нас продвинутый, да, инструментарий идет, поэтому поменяем. Так, здесь делаем import styles. То есть, напомню, модульные файлы — это просто обычные файлы стили, да, которые просто вам дают уже сгенерированные уникальные классы, чтобы у вас не переплеталось с другими страницами. Ну, такой базовый пример. Берем styles и теперь здесь его назначаем. Тем самым вы можете задавать максимально короткие классы, которые только захотите. Допустим, header напишем. Здесь, кстати, поменяем на header. Семантика, да, у нас будет. Отлично. Здесь мы, кстати, делаем header. И я ему сделал, допустим, displayFlex, items center. Блин, я по привычке tailwind пишу этот. Align Item Center, да, и Justify Content я пока не буду делать. У нас две ссылочки идет, да, поэтому я обращусь к ссылке. Давайте без наследования сделаем. И Margin X пусть будет по 10. Блин, я привык уже к Tailwind, ребят, просто. Так, пока мы ничего не видим. И давайте ему, значит, фон сделаем. Ну, фон, наверное, пусть остается. Цвет, color FFF. Небольшой transition. All. Или color лучше, color.4s, easy in out. Вот, и, наверное, я ему сделаю, пожалуй, при хавере color какой-нибудь. Я хочу такой, знаете, вот такой возьмем. Пипетка называется Color Slarp. Вот так пишется, Color Slarp на маке, кому надо. Так, все, вот так сделали. Пока пойдет, я думаю. Так, давайте теперь это все инициализируем. То есть берем наш layout, к примеру, и краски делаем ему обертку. Окей, мы потом ее еще улучшим. Поменялось нормально все здесь? Вдруг... Нет, не поменялось нифига. Layout. Все, сохраняем. Смотрим сюда, и вообще ничего не поменялось, да, потому что мы в layout не прописали хедер. Мы его как бы сделали, но не прописали. Опускаемся ниже, тут делаем наш хедер, отлично, и вставляем здесь. Сохранили. Отлично. Так, у нас есть ругается на какие-то моменты, значит, ссылка ему не нравится. Так, а почему тебе ссылка не нравится? Не понял. А, ребят, так я ж, боже, ребят, стример не тупой, да, как мы говорим на стримах обычно. Ребят, я же уже начал писать в формате SCSS, хотя у нас обычный CSS-код идет пока что. Поэтому вот так пока сделаем. Потом мы к этому... у нас так тоже нельзя. Многие, наверное, кто там не знает еще SCSS, они такие думают, что он здесь написал какую-то дичь. Да, ребят, так можно было делать в SCSS. Мы к этому еще перейдем чуть дальше. Окей. Обновляемся. Вот наши вверху появились, как видите, да? Только с размером вообще беда какая. Давайте глобальный файл откроем. Я хочу здесь вообще все навести порядок. Давайте сейчас его быстренько наведем. Я вот это тоже убираю. Вот это мы убираем тоже. Так. Так, это мы тоже убираем, вот это мы оставляем, это убираем, это мы тоже убираем. Так, давайте возьмем красивый шрифт какой-нибудь, пока что подключим его. Или ладно, блин, со шрифтами чуть попозже, ребят, все-таки не хочу торопиться, хочу, чтобы по тайм-кодам было все идеально. Вот, и я бы еще body, по умолчанию бы сделал покрупнее шрифт, font size 16, вот, чтобы он был покрупнее. Чё ж так мелковато, я не понимаю. Font size какой-то у него идет, прям совсем маленький. При этом это у меня, ну, короче, я понял. Да. Короче, я понял, ребят. Давайте мы зададим body, во-первых, background color. Возьмем, который у нас сейчас в редакторе. Вот так, отлично. И я, пожалуй... Ладно, пока так оставим. Пока оставим именно в таком формате. Я тогда бы сделал 20 пикселей, чтобы это было гораздо крупнее. Да, вот так мне больше нравится. Все-таки я для видео снимаю, да, мне нужно покрупнее, чтобы все было. Давайте еще чуть я увеличу в ручном формате. Вот. И хедер там мы сделаем это width 100%. Паддинги, значит, по 10 пикселей пусть будет. Окей. И тогда justify content center. Вот так, пусть будет по центру. Хорошо. У нас все работает, все наводится, все отлично. Вот, собственно, вот так мы сделали с вами небольшой хедер, да. Я бы, значит, может быть, его даже вот так сделал, наверное. И, знаете, я бы это не в хедере делал, да, потому что кнопки у нас тогда будут не кликабельные. Если мы наводим выше, они уже, видите, не кликабельные. Это все очень легко делать с помощью вот тут. То есть мы, наоборот, задаем именно в этой части. Паддинги по 20 пикселей.
Вот, тогда теперь у нас, как видите, сейчас если мы наведем, у нас большая ашечка, и мы по ней можем наводиться. Все, то есть это работает, перешли на About, ее нет у нас, перешли на Home, все прекрасно работает. Вот, и тут также можно сделать проверку. Вот ту самую проверку, давайте практику немножко. То есть мы берем с вами замечательный Use Router, помните, я вам говорил, берем с вами замечательный Path Нам его здесь вполне хватит Path нам здесь ничего больше не нужно. И делаем проверку. То есть если у нас идет главная страничка, я вот только не помню, он Path возвращает главную нам или нет. Да, возвращает слэш, отлично. Поэтому мы делаем проверку. Значит, вот здесь мы делаем проверочку. Class name добавим ему. Да, class name будет у нас, смотрите, если мы... Это можно удобно делать с помощью библиотечки SLSX, но мы сегодня без библиотек живем, поэтому обойдемся без нее. Но на стримах можете посмотреть, как мы это делаем с библиотеками, либо в том же, допустим, на сайте в интенсивах. А path name, если равен вот так вот, то мы делаем, собственно, stylus active, иначе... Это такой максимально простой вариант, иначе важно задать именно пустую строку, иначе будет ошибка. Так, и теперь active мы переходим сюда, и вот тут запятую ставим, у нас также есть еще класс active. Вот так. Обновляемся, и ничего не работает. Давайте проверим, в чем проблема может быть. Наводимся сюда. Видим, что Active задался класс. Вот он уникальный, как видите. Но при этом его перебивает вот этот вот класс верхний. Почему это происходит? Давайте объясню. Потому что мы берем здесь просто Active, а здесь header A. То есть, значит, берем здесь header Active, и тогда будет спокойно перебивать. Вот так. Все, теперь мы имеем нашу как раз активную страницу. Ну, давайте для примера создадим страничку About. Просто в рамках примера. About.tsx. Так. Сохраним и, допустим, вот смотрите, нажимаем About Page, перешли на About Page, да? Ну, давайте ее обернем для красоты. Layout. Почему? Мне вот сказали убрать extension, ребят. Вот я его убрал. Давайте вот так попробуем. Не могу, да, renaming сделать? Ну, ладно. Этот Layout. Так, все, это мы сделали. В Layout я бы, может быть, div добавил дополнительно. Мне он так, или main section. Main section, вот так. Все. Так, идем About Page. Как видите, вот About Page. Home, и все прекрасно. Только About, смотрите, About, что интересно. About у нас не срабатывает, потому что мы забыли давать проверку. Вообще, эта проверка, она делается гораздо красивее. То есть, то, что мы сейчас сделали, мы нагородили просто, ну, так никто не делает на самом деле, да. Нужно сделать это как массив, там, вывести через мапу, потом сделать проверку и так далее. Но это не в этом ролике, то есть, это немножко другая тема. Так, поэтому мы здесь проверяем просто максимально топорным методом. Ну, а что делать? Вот, теперь About Page. Home и About Page. Как видите, все прекрасно загорается, активные элементы. И вот мы на практике разобрали, как работает Use Router, для чего он нужен. Мне кажется, идеальный способ это было разобрать. Дальше мы с вами разбираем варианты написания стилей, модульность и SCSS. Смотрите, по поводу написания стилей. Тут все варианты остаются с React, которые у нас были. Это вариант написания первый через обычный стайл инлайновый. Да, то есть мы пишем вот так, допустим, background color и, допустим, там red. Первый вариант такой. Так, это уберу все. Так, окей. Второй вариант, это вот модульность. Вот как мы сейчас делаем, класс name передали сюда. Берем объект, получаем отсюда styles, и в него передаем header просто. Здесь мы задаем максимально простые классы, и они прекрасно работают. И третий вариант, это интегрировать SCSS. Мы можем писать также модуль, только SCSS, и будет гораздо красивее код. Сейчас я покажу, как его можно сделать красивее. Для этого поставим простую библиотечку, она называется SAS, yarn edd SAS. Так, давайте я лучше уточню, потому что я каждый раз тут забываю нюансы. SAS support. Да, мы просто ставим SAS и все. Причем в def режиме, да, можно поставить? Окей. Тогда ставим SAS в def режиме. Погнали. Установили. И все. Можно перезагрузить приложение на всякий случай, но в целом оно уже будет работать. Закроем эту штуку. Смотрите, мы просто меняем на SCSS. Не забываем поменять только пути, да, когда это будете делать. И даже глобальный файл тоже меняем. SCSS. Отлично. Теперь везде, где было CSS, мы меняем. Вот можно так поискать. Добавляем здесь SCSS. Тут добавляем SCSS. И тут добавляем SCSS. Окей, закрываем. Теперь, если мы посмотрим с вами header модуль, проверим сайт, во-первых. Сайт также прекрасно работает, но теперь можем это все сократить. В чем плюс SCSS? Смотрите, кто не в курсе. Можем взять вот так вот. Хотя, ребят, если вы дошли до TypeScript и не знаете, что такое SCSS, то это странно. Лучше подучите. Вот. И вот такую структурку можем взять красивенькую. То есть мы как бы это все можем легко улучшить. Здесь заменяем на амперсанд, значит, мы обращаемся к этому элементу. А здесь мы обращаемся тоже на амперсанд, в принципе, да, только к активному элементу. Вот и все. И это все сюда. Сохраняем. То есть получается у нас теперь A подставляется сюда как бы. То есть то же самое, если мы написали бы A-hover, а здесь тоже A.active. Понимаете, да? Сохраняем. Все так же прекрасно работает. Если посмотрим мы структуру, у нас идет active, и у него такая структура. То есть header A-hover, header A, header active и так далее. Вот так оно работает. То есть SCSS это реально круто, и это то, что я вам рекомендую использовать. Именно модульность и SCSS. Конечно, можно еще прибавить тот же самый Tailwind, допустим, и через apply его описывать красиво, как мы это делаем в интенсиве для продвинутых. Вот. Но тут уже как бы дело ваше, на самом деле, как вам удобнее будет. Так, по поводу подгрузки шрифтов. Смотрите, ребят, признаюсь вам честно, я новым вариантом подгрузки так до сих пор в продакшене не пользуюсь, да, потому что
я что-то его не понял на самом деле. То есть, как бы, ну, я вам расскажу сейчас, как он работает, но он вроде бы лучше оптимизирован, но, блин, как-то он неудобно сделан на самом деле. Итак, давайте я расскажу, как я это делал до этого, какие были варианты. Ну, смотрите, вариант базовый. Мы сейчас разбираем шрифты, все уже давно подключают через Google Fonts, потому что там есть все, ну, типа, зачем сейчас скачать свои шрифты какие-то и так далее, это уже устаревшая история, поэтому есть Google Fonts, и он все делает за нас без проблем. Давайте возьмем какой-нибудь шрифт интересненький, новенький, для разнообразия. Давайте возьмем какой-нибудь вот такой интересный, значит, Titanium Web. Вот. Я каждый раз беру новые шрифты, почему бы и нет? У нас этих шрифтов миллионы. Берем Italic, берем Bold и берем Semi-Bold. Окей, теперь есть два варианта. Через линку, так тоже многие раньше делали. Что это значит? Мы идем в индекс HTML, у нас его здесь нету, помните, да? Потому что у нас не React, да? У нас есть файлик как раз тот самый Document.js, Document.sx. И мы идем сюда, разворачиваем здесь head и вставляем сюда. Здесь только мы, конечно же, меняем все, да, cross-origin у нас по-другому пишется вот так, не забываем, да, потому что мы используем с вами JSX, а не этот. И тут cross-origin он не дает мне оставить пустым. Окей, пусть будет пустая строка просто, хорошо, если он так хочет. Тут закрываем обязательно, и тут тоже закрываем обязательно. Вот первый вариант, вот так, да, можно инициализировать, вот. Ну, я так не делаю, потому что, не знаю, мне как-то неудобно. Нарушает мою структуру, я привык все в стиле, ну, типа, шрифты относятся к стилям, я привык туда писать их. Может так сделать. Второй вариант, мы отсюда все убираем, возвращаем здесь обычную структуру. Так, я, кстати, EN верну, у нас все-таки на английском сайт будет. Вот. И второй вариант, который я обычно всегда использовал, беру Global CSS, открываю файлик, делаем вот так и беру тот самый импорт. Классический импорт в любом SCSS либо CSS файле, вставляем сюда, все. Дальше мы копируем строчку с font family, вставляем его здесь, в баде, и все, мы в шоколаде. Обновляем сайт. Как видите, у нас шрифт появился красивенький, все прям в шоколаде. Но, с Next пришел теперь, с Next 13 версии пришел теперь фонд компонент. Давайте его немножко разберем в документации. Может быть, я что-то не досмотрел, я не знаю. То есть, может быть, я как-то не прав оказался, вот. Но мне он показался неудобным, я не знаю. Давайте Next фонд. Так, Next фонд. Да, мне нужен пример, короче, здесь всякие настроечки и так далее. Пример будет у нас? Да, то есть, смотрите, вот в чем прикол. В чем прикол? То есть, мы как берем этот шрифт, да, и возвращаем его уже либо как class name, либо как style, либо как, допустим, variable, interfont. В принципе, можно сделать как variable, по большому счету. То есть, если я все правильно понимаю, да. То есть, если я все правильно понимаю, мы можем его потом в итоге подгрузить все равно. Давайте попробуем это сделать. Если это так возможно, ну, я, может быть, был неправ, и это реально удобно можно сделать. Потому что до этого момента я думал, что это делается таким образом. Давайте, короче, разберем на примере. Во-первых, разберем поддержку. Смотрите, он поддерживает, значит, в себе много... так, нет, это не здесь, а где поддержка этих... поддержка шрифтов. Вот здесь, да, по-моему? Next font local. Короче, я не могу найти. Ну, тут, в принципе, особо искать нечего. Поддерживаются два момента. Это шрифты от Гугла, Next font Google и Next font local. То есть локальные шрифты, которые вы там хотите инициализировать, допустим. И вроде бы это работает быстрее и работает круче. Давайте попробуем это сделать. Значит, идем на главную страничку. У нас тут уже есть пример. Тот самый Inter, да, это тот самый шрифт. И, конечно, удобно в том плане, что мы можем брать из Гугла, и нам не нужно брать, копировать там строку в Гугле и так далее. Мы вот просто здесь берем, делаем поиск, и есть все наши шрифты. Давайте проверим, есть ли наш шрифт. У нас называется он... Ой, как же у нас называется наш шрифт? Наш шрифт называется Titanium. Titanium. Вот, Titanium Web, отлично. То есть мы его подключили. Если хотите локальный шрифт, пишите здесь local, да, будет локальный. Что-то подсказки не работают, ну, короче, вы поняли. И мы его здесь подключаем, вот таким образом. Оп, тут можно выбрать сабсеты различные, опшены, типа можем weight выбрать различный массив, передать сюда, допустим, на 200, 300 и так далее. То есть это удобно, на самом деле. На самом деле, реально удобно, это вот то, что мы указывали здесь. Вот здесь 300, 400, 500, 600 и так далее. Мы можем здесь также указать без проблем. Давайте пока без этого обойдемся, не будем указывать. Также есть дисплей. Это, я так понимаю, дисплей имеется в виду, как здесь, типа дисплей свап идет. Может также выставить. Это значит, что когда при загрузке страницы будет определенный дисплей срабатывать. Я уже, честно, забыл, как они все работают. Я свап использую, по-моему, подгрузится сначала обычный шрифт, потом свапнется на этот шрифт. Такой нюанс. Я в верстке давно уже не был. Значит, предзагрузка есть variable и так далее. Давайте попробуем дефолтные настройки без ничего. Он не дает, да, дефолтный поставить. Окей, weight обязательно. Хорошо, давайте поставим weight. 300 меня интересует 400 и меня интересует 600 и 700. Окей, все, мы это все поставили. Вот наш шрифт теперь в нашей переменной, назовем его также Titanium. Вот, это как бы все круто, но почему я его недолюбил, вот этот функционал именно, почему он мне не понравился? По той простой причине, что я немножко не понял. То есть, смотрите, мы берем Titanium, да, как бы он там странно не назывался. Давайте я удалю здесь весь лишний код, потому что мне не нравится здесь. Да, вот так удалим, пожалуй, да, и что-нибудь здесь укажем. Допустим, H1 будет заголовок. Допустим, hello htmllessons.ru. Это наш проект, напомню, да, где самая лучшая подписка. Так, 2S. Сохраняем. Значит, missing subset. For font. То есть, значит, subset обязателен. Окей, давайте посмотрим, что такое subset. Subset. Идем ниже. Значит, defined array, string values. Ну, здесь мы указываем предварительную подгрузку шрифтов каких-то. Я так понимаю, начертания какие-то. Давайте попробуем, окей, указать subset. Subset. И он массив, да, принимает латин и латин extension. Слушайте, да у нас латин, ну, типа латиница. Окей, ну это такая базовая настройка, да, окей, просто я пропустил. Да, теперь мы грузим.
Значит, давайте я отключу сейчас CSS, то, что мы с вами делали. То есть, по большому счету, если мы отключим весь вот этот импорт, да, чтобы вы там скептично относились к этому, отключаем эту историю. И видим, да, вот наш Hello HTML. Давайте сделаем ему цвет какой-нибудь адекватный. Style, Color, FFF. Я, кстати, не понимаю, сейчас давайте по-другому сделаем. В глобале я просто задам, потому что у нас должен быть глобальный белый шрифт. Все это мы берем. Еще раз смотрим. Вот наш текст, да, без какого-либо шрифта, то есть обычный браузерный шрифт. Смотрите, если мы хотим его использовать, да, мы берем class name, к примеру, берем там titilium, да, точка class name. Теперь он в виде класса нам пропишется. Круто, круто. Слушай, по-моему, быстрее работает реально. Вот, то есть класс name определенно прописался с этим font family. Давайте попробуем еще раз обновить страничку. Слушайте, нет, работает лучше, ребят, работает лучше. Я вижу, что как он работает. Давайте даже network попробуем снизить. Давайте поставим regular, 4G. Не 4G слишком быстро, давайте good. Ага, то есть видите, да, подгрузка идет моментально практически. Окей, то есть она идет на серваке, получается. Это очень крутая тема на самом деле. Вы нас думаете, блин, что за учитель такой сидит, тут сам удивляется. Не, на самом деле, ребят, реально, я просто к этой теме отнесся скептически изначально, вот к этим шрифтам именно, потому что вышла в новой версии, типа, я думал, что это еще нестабильная тема. Ну, нестабильная и неудобная. Пока что, да, пока что это выглядит неудобно, то есть мы же не будем каждый раз каждому элементу прописывать класс какой-то. И я вообще не понимаю, зачем это сделано, как бы. Мне кажется, это редко делается на самом деле, и, по-моему, это вообще не имеет никакого смысла, на самом-то деле. Ну, редко как это... Ладно, второй вариант, через style, допустим, прописываем. То же самое, только меняем-то здесь на style, и вот так вот. Окей. Обновляемся все то же самое, только теперь, если посмотрим инспектор, у нас будет как стили. Вот, видите, полноценный стиль именно. Хорошо, это мы поняли. Давайте попробуем теперь тот самый вариант с переменными. То есть я хочу сделать также через свой global CSS файл, чтобы я не парился по этому поводу. К примеру, мы эту штуку интегрируем не здесь, а в главном файле app, да, вот здесь. То есть при загрузке любой нашей страницы. Так, еще раз возвращаем сюда, удаляем вот так, вернуть чуть-чуть, копируем отсюда и вставляем здесь. Все. Сохранили. Здесь указаны настройки. У нас есть variable. И мы... давайте посмотрим, как он предлагает нам variable указывать. Как строку, да? Окей, как строку. Допустим, это будет тот самый шрифт. Вот он. А он, по-моему, предлагает вот так, да, указать. Да, через 2 тире, потому что это у нас переменная в CSS. Теперь мы это убираем, потому что мы это принудительно не будем задавать. Вот у нас инициализируется наш шрифт. А так он не дает его сделать, да, он хочет к чему-то его привязать. Окей, пусть будет. Пусть будет, хорошо. Скоп ему нужен, пусть будет, хорошо. И теперь, получается, мы можем пойти с вами в стиле. Задать сюда класс, допустим. Title. Ну ладно, давайте без класса, просто ко всей странице дадим. Идем в global file. Теперь, по идее, мы можем font family, указать здесь variable, указать тут самую переменную, ее здесь подсветки не будет, понятное дело, titilium. Только вот так, да? Titilium. Давайте на всякий случай скопирую. И запятая sans serif. Пока что не заработало. Я что-то упустил, наверное. Давайте еще раз посмотрим документацию. Вот если так заработает, как я хочу сейчас сделать, да, то тогда эта тема реально юзабельная, ее можно юзать. Потому что мы не будем же каждому компоненту, каждому тегу задавать, да, то есть и эта тема реально будет юзабельна в таком случае. Давайте посмотрим. Variable interfont. Ага. Не так все однозначно, ребят. То есть нам нужно теперь это все дело обернуть. Вот в чем прикол. То есть, видите, уже, вот я про что ему говорил, ребят. То есть я не просто так сидел здесь, да, выдумал там свои какие-то мысли из головы. Я вам про это и говорил. То есть, как видите, то есть, чтобы нам его использовать внутри, мы его, во-первых, можем использовать только в модульном файле. Почему? Потому что модульный файл оборачивается компонентом. И модульный файл генерирует сам next. Соответственно, там он уже будет этот шрифт, без проблем. И как видите, сначала, перед тем, как его использовать внутри чего-либо, внутри там текста и так далее, мы должны обернуть весь class name. Хорошо, давайте поступим по-другому. Вдруг мы каким-то образом обернули весь class name, ну, к примеру, я не знаю, я отсюда это вынесу. Придем в тот самый условный layout, который мы будем юзать с вами, да, layout. Здесь мы каким-то случаем это сделали. И по магической истории мы вдруг задаем сюда тот самый class name. Я-то думал, что будет поумнее немножко система. Class name. Точнее не class name, да, а variable как раз таки, variable. И должно работать. А оно все равно не работает. То есть мы теперь видим variable, вот он задался. Прописывается переменная, но при этом эту переменную мы можем подхватить только в модульном файле. То есть смотрите, если мы, к примеру, сейчас сделаем, даже, наверное, чисто теоретически, он сработает даже в header модуле. То есть мы, допустим, делаем font family. Да, видите, он сработал в модульном файлике. То есть, понимаете, да, потому что global CSS файл у нас грузится изначально. То есть, он еще грузится до момента подгрузки того самого шрифта, того самого класса. И он как бы идет над всем этим. То есть, мы не можем оттуда подходить, потому что var задается только конкретному классу. Можем ли мы как-то это обхитрить? Возможно, какие-то есть решения в этом плане. Не знаю, ребят. Короче, пишите свои комменты, вот те, кто много работал с этой штукой. Как думаете, есть вариант ее юзать пока что или нет? Или еще нужно подождать немножко полного релиза, скажем так, чтобы эта штука
штука уже была более какой-то стабильной и более юзабельной. Ну, на данный момент я этого не вижу, потому что, не знаю, вот этот момент меня очень прям коробит, я не знаю, ну, то есть это неудобно, на самом деле. Вот, немножко лайв-формат, ребят, те, кому было интересно, тайм-код промотали. Окей, короче, я восстанавливаю свой старый вариант подключения шрифтов, мне он вполне нравится, он прям очень удобный и так далее, и я особо прям сильной такой разницы в загрузке не чувствую. Я эту штуку оставлю здесь, чтобы вы могли посмотреть пример, когда скачаете этот проект себе, вот, ну, а так в целом мы продолжим. Все, вот мы вернули, у нас все так же прекрасно работает. Далее, давайте разберем страницу 404, то есть как нам подгрузить любую страницу, условно, вот такой страницы не существует, да, и пока что у нас дефолтная страница Next, мы хотим свою страницу 404. Давайте этим займемся. Во-первых, мы создадим pages, new файл, он так и называется 404.tsx. По-моему, также зарезервирована еще 500 ошибка, если я ничего не путаю, 500 tsx тоже можно ее открыть здесь будет. Вот, тоже имейте в виду, ну, там в документации все это дело изучите. Ну, часто используется именно 404, поэтому будем ее разбирать. Разворачиваем сам компонент. Здесь я даже, опять же, не буду никуда отдельно это все перенаправлять, потому что компонент очень маленький. И просто сделаем 404 текст, вот и все. Я даже, может быть, картинку возьму какую-нибудь красивенькую. 404 пинжи. Я возьму даже цвет прозрачный, чтобы точно были все прозрачные. И что-нибудь такое прям вот, я думаю, прям такую возьмем. Copy image link, откроется, открывается. Что у нас по пути? По пути у нас все пока что печально, какой-то путь странный. И почему он непрозрачный, не понимаю. Вот это возьмем туда. Сохраним эту картинку лучше. Так, я напишу 404. Мы ее быстренько перенесем в наш layout. У нас будет папочки паблик, помните, я вам говорил, да? И переносим. Просто переносим сюда. Окей. Теперь мы инициализируем это все. Кстати, ребят, давайте, пока мы здесь находимся, по поводу картинок сразу же поговорим. Значит, как вставлять картинки в Next. Как я говорил, есть уникальный компонент Image Component. Да, мы сейчас к нему перейдем, и он очень круто оптимизирует. Он реально ускоряет скорость загрузки. Если вы сравните тест скорости в том же Google PageSpeed, ну, я неоднократно это делал, и разница прям весомая, прям разница очень хорошая. Давайте разбирать. Смотрите, мы можем, как в React обычно, да, сделать это. Давайте, во-первых, сделаем layout. Мы же с вами красивые парни. У нас есть свой layout, почему бы его не заюзать. Вот. Мы с вами можем, как обычный парень, сделать image. Вот такой, да. И также задать 404 там, пинжи условно. Сохранить, обновляемся, вот наша 404 страница, и вот наша картинка. Да, но это как бы неудобно, то есть и в том плане даже не то, что неудобно, она не оптимизирована. Смотрите, у нас грузится прям целиковая картинка. Если мы посмотрим Network, обновимся, идем Images, вот, пожалуйста, полностью грузится вся картинка, грузится, да, и в одном формате. А формат PNG это самый, ну, один из тех форматов, давайте Network выключим, один из тех форматов, которые не оптимизирован. Какие у нас есть оптимизированные форматы? У нас формат WP, и недавно еще какой-то формат появился новенький, свеженький, вот он, называется Aviv, вот, ну к нему пока переходить не будем, потому что пока что рассмотрим WP. Так вот, как раз если мы посмотрим документацию Next, перейдем Image Optimization, то мы посмотрим, что он делает, вот, то он использует локальные файлы, да, то есть, которые JPEG, PNG, WP и так далее, и если мы посмотрим чуть ниже, файлы извне, да, он также использует домены loader и так далее, priority, мы сейчас с этим поговорим, немножко разберемся. Короче, давайте, я не смог найти документацию по этому поводу, давайте сейчас я вам на примере просто покажу, вот, и мы с вами, допустим, делаем по-другому, да, то есть через тот самый image component. Делаем image component. Здесь важный момент. Если мы зададим вот таким образом, скорее всего, работать ничего не будет. Сейчас объясню почему. Также alt прописываем. И image, он обязательно требует именно размеры шрифта. Именно размеры. Потому что вы можете менять лейауты условно. Лейауты нельзя больше менять? Fill prop, layout fill. Все, понял. Я, ребята, просто, ну, из древних времен пришел. Вот, есть fill. Это для того, чтобы залить полностью. Тогда будет работать, смотрите. Вот, но он, как бы, видите, растягивается на full ширину, full высоту, это не очень красиво смотрится. Чтобы растянулся по адекватному, так, если мы укажем, он работать не будет, он пишет, что missing property, то мы указываем ширину и высоту. Это обязательно, к этому нужно будет привыкнуть, но зато это вам позволяет круто оптимизировать ваше приложение. Посмотрим его размеры базовые. У него размер 747 на 720, мы немножечко уменьшим, то есть делаем ширину где-то 500, даже, может быть, 450. А высоту по пропорции выясним, значит, какой у нас там еще 747 на 720, 450 умножаем на 720 и делим на 747. 433 получается у нас 433. Сохраняемся и видим. Вот пожалуйста, наша картиночка также загрузилась. Вот, обновляемся. Так, это понятно, ошибка. При этом, смотрите, она загрузилась на самом деле, да? Но, насколько я помню, если мы сделаем это все на деплое, у нас работать не будет. Вообще оно попросит, скорее всего, указать полноценный путь сюда. Вот именно путь полноценный, вот такой. Ну, в нашем случае localhost, на деплой это будет там другой домен, скажем так. Вот. По идее, так она будет спрашивать. Ну, окей, если работает, пусть пока остается. Так вот, собственно, наша картиночка есть, замечательная, да. И мы у нее что наблюдаем? Смотрите, у нее есть image компонент такой же прекрасный, да. Но при этом, как видим, что у нее есть оптимизация, да, то есть это определенная quality идет, quality 75, да, и также идет PNG, и ширина 1080. И есть также source set, да, то есть почему мы такое здесь увидели значение? Потому что, смотрите, source set идет, это важно использовать, да, то есть при разном разрешении экранов она использует разные размеры. То есть, к примеру, здесь
это 1x, да, это стандартный наш размер идет как раз-таки. Потом размер идет 2x, и идет размер, получается... идет самый большой размер, да, 1080. Все, вот и все, в принципе. Вот наши... И тут также, видите, loading lazy идет. Вот. Что мы еще можем с ней сделать? Можем сделать priority true, допустим, назначить. Priority true значит, что эта страничка будет приоритет, точнее, картинка будет приоритетной, то есть она будет грузиться быстрее всех. Это нужно для того, чтобы, к примеру, у вас, если есть картинка на главном экране, то есть, когда человек загрузил сайт, чтобы он сразу видел эту картинку. Если вы не будете указывать priority, то в таком случае она загрузится только потом, да, когда он, допустим, там проскроллит, опустится ниже и так далее, когда будет в области видимости. Что еще по настройкам? Фил я вам показал уже, тут слишком много настроечек, да. В принципе, из интересного, что еще могу отметить? Да, наверное, ребят, ничего не могу отметить, потому что здесь все остальное, оно максимально базово, то есть во всем остальном работает как обычно image tag, вот и все. Поэтому вот, используйте, ребят, кайфуйте. Самая вот важная фичка, если мы даже вот посмотрим документацию, да, он пишет, что improved performance, то есть она улучшает перформанс благодаря тому, что корректирует размер картинки под каждый девайс отдельно. И использует modern image формат, то есть продвинутые image форматы, которые мы говорили, типа WebP и так далее. Ну и там разные другие есть плюшки. Вот, это просто важно понимать. Все, 4 у нас готова страничка, я бы ее посерединке бы ее разместил, чтобы это красиво все было. Делаем div обычный. Делаем class name, текст, я просто, ребят, буквально вчера стрим проводил, кто был, ставьте плюс в комментариях, вот, соответственно, и мы там писали на Tailwind, поэтому у меня до сих пор еще руки хотят писать Tailwind код именно. Так, смотрим сюда, вот, все, мы 404 у нас готово. Идем на главную, все отлично у нас в этом плане. Итак, ребят, теперь разберем компонент head, да, это компонент Next.js, который входит в Next.js и, собственно, позволяет нам сделать определенную функциональность. Давайте его разберем. Допустим, разберем на примере той же самой странички NotFound, да. Нам, к примеру, захотелось поменять здесь title, заголовок, да, чтобы это сделать в React в том же самом, да, хоть это и не будет являться SEO-оптимизацией в React, потому что это происходить будет на клиентской части, там есть специальная библиотека, называется она, я не помню, Helmet, по-моему, что-то в этом формате, ну, неважно, абсолютно неважно. Здесь все очень просто, мы делаем компонент head, значит, head, отлично, и в него можем вставлять любые теги, мета-теги, неважно, что угодно, да, и это будет располагаться внутри тега head в HTML. К примеру, пишем title и указываем, что not found. Страница не существует. Сохраняем, идем сюда, идем на страничку not found на любую, и видите, заголовок поменялся, not found. Круто, я считаю, что круто. Вот, и это прям очень удобно, это прям вот killer фича Next, то есть мы можем сюда прикидывать что угодно, и оно будет меняться именно в заголовке. То есть если мы проверим здесь код, исходный код, да, view page source, то мы здесь с вами обнаружим, что у нас, вот условно где, давай покрупнее еще сделаем, title, вот так, да, другую страничку откроем, вот, title видим, not found, title not found. Отлично. Это мы с вами разобрали. Теперь давайте на примере этого компонента, да, сделаем наш собственный кастомный компонент, который будет нам помогать для каждой страницы делать метаданные. То есть тут будет и description, и link, и так далее. Все мы с вами разберем. Для этого я создам свой новый компонент. Он будет находиться в папочке UI, потому что относится, ну, к UI, да, user interface. Хотя это не совсем user interface на самом деле. Я бы еще подумал над этим, я бы лучше удалил. Давайте просто в компонент пока сделаем. Мета. И я лучше, пожалуйста, создам здесь папочку SEO. Вот так. Meta.tsx. Тут, значит, мы развернем наш компонент. Он будет children принимать в себя, то есть он будет как обертка служить. И также. Давайте мы еще добавим сразу же интерфейс. Meta-интерфейс.ts. Сюда будет именно будем ложить сам интерфейс, класть сам интерфейс. Давайте этим займемся, собственно. Во-первых, здесь сделаем интерфейс, meta. Здесь мы его сделаем. Значит, смотрите, интерфейс, просто мы описываем входные данные, то есть мы описываем, какие данные конкретно к нам будут приходить. То есть нам важно понимать, что этот компонент принимается какие данные, да. То есть в обычном JavaScript мы это не пишем, условно мы можем там передать что угодно, и это как бы с одной стороны удобно, быстро, вам не нужно париться о типах, с другой стороны это не очень в плане масштабируемости приложения, и вы не будете понимать, какой тип у вас там лежит, и какой объект у вас там лежит, к примеру. А здесь мы четко опишем, что нам нужно, именно вот конкретно в этом мета-компоненте. Значит, у нас будет идти, смотрите, title, да, это тот самый заголовок, он будет обязателен, поэтому вопросики я не ставлю. Давайте экспорт я сделаю. Кроме этого у нас будет description. Description будет не обязательным, потому что бывают страницы, которые мы не хотим, чтобы они индексировались. То есть страницы, условно, там, админ-панель, личный кабинет пользователя. Эти страницы не требуют индексации, поэтому мы можем там закрывать индексацию. Поэтому это поле является необязательным. Ну и также вы на свое усмотрение можете ставить сюда image компонент, как в интенсивах мы делали условно. Ну, то есть, опять же, более подробная SEO-информация в интенсивах есть. Здесь я этого касаться не буду. Вот. И там type еще можно передать тоже. Это все в плане SEO. Там огромное количество мета-тегов,
можно оптимизировать сайт прям как угодно. Опять же, мы это разбирали в интенсиве, сейчас не вижу смысла об этом говорить. Теперь мы с вами закроем. Здесь мы, собственно, принимаем мету, приняли, да, и вот забираем. У нас четко есть понимание, что есть title, есть description. Окей, дальше, что мы с вами делаем? Я хочу создать, наверное, функцию getTitle, которая будет оборачивать title в наш... вообще лучше вынести отдельно в утилиты, я сейчас этого делать уже не буду. Значит, мы получаем сам title, заголовок, да, и мы его возвращаем здесь же, title. Да, только мы к нему еще приплюсовываем название нашего сайта. То есть у нас сайт будет называться Red Cars Catalog. Вот так, примерно. Ну или просто будет Red Cars. Вот. Title, он здесь принимается как string, как строка, и вот такая функция стрелочная. Теперь мы легко можем это все использовать. Так, во-первых, здесь будет отдаваться у нас, смотрите, просто обычный React фрагмент. React фрагмент, кстати, я об этом не говорил в самом React. Да, забыл об этом сказать. Или, по-моему, говорил, я не помню. Короче, мы не можем здесь вернуть, условно, два дива. Мы не можем взять div и еще раз div. Будет ошибка. То есть нужно обернуть обязательно чем-нибудь внешним. То есть должен возвращаться только один элемент. Соответственно, можем сделать там обертку дивом. Но если мы хотим, допустим, сделать обертку пустую, без ничего. В React есть для этого React фрагмент, вы его делаете, и все прекрасно работает. Поэтому я его, собственно, здесь и инициализирую. У нас будет определенная проверочка идти, поэтому делаем так. Значит, делаем тот самый компонент head компонент, отлично. Значит, в нем мы пропишем title. Он у нас будет для всех, поэтому title мы не боимся прописывать, он всегда у нас будет доступен. Вот. А дальше интересный момент. То есть нам нужно прописать также description. Но description мы прописать не можем, да, потому что, я вам, помните, говорил, если его вдруг не будет, а он в каком-то случае у нас будет являться undefined, если его вдруг не будет, то мы должны показать noIndex, то есть страница не индексируется. Давайте сделаем эту проверку. Description. То мы что-то там будем выполнять. Я пока еще не придумал, что. Вот. Ну, давайте, да, фрагмент сделаем, опять же, потому что там будет много тегов. А иначе, тот же самый фрагмент, только мы вставляем мета-индекс. Значит, мета name robots content no index и no follow. No follow. Вот. И эта строчка, давайте это уберем лишнее, будет говорить о том поисковой машине, что у нас страничка не индексируется. Понимаете, да, прикол? То есть, если мы не прокидываем описание, то страничка не индексируется. Здесь не забываем title обернуть. Вот так. Вот, а здесь уже делаем обычную SEO-оптимизацию. Я не буду сейчас опять же запариваться по этому поводу. Там есть огромное количество мета-тегов, которые можно использовать в любой SEO-странице. Опять же, на сайте в интенсиве для продвинутых, именно онлайн-кинотеатр, где мы там делали, вот там я это все разбирал подробно. Сейчас я на этом останавливаться не буду, и полный файл я писать не буду, понятное дело. Давайте просто максимально базово напишем. Это мета description type. Description. Тут еще можно поставить всякие интересные штучки для accessibility, типа item пропов и так далее. Мы этого делать опять же сейчас не будем. И контент у нас будет являться description. Окей. Из таких давайте еще OpenGraph разметку сделаем. Meta name OG title. Да, OpenGraph это для социальных сетей. Content. Тут будет у нас title, это именно вот title просто передаем, да. Хотя можно getTitle передать, в принципе, я думаю, да. Можно getTitle передать. Вот. Ну и там прочим. По-моему, можно также description, да, передать. Description. Да, и тут вставляем description. Все, вот такую базовую сделать для социальных сетей и просто для поиска. Все, нам этого пока что достаточно будет. Вот, теперь у нас полноценный готовый компонент. Давайте его еще раз разберем. У нас есть функция, которая нам возвращает title с нашим названием сайта. Дальше мы принимаем props, определенный вот наш интерфейс, который мы описали, входные данные. Title строка, описание тоже строка. Вопрос значит, что это не обязательное поле. Дальше мы возвращаем здесь вот такую штуку, да. Я забыл здесь children прокинуть. Мы здесь получаем также children, это является обертка у нас. Поэтому children мы прокинем как раз вот в эту часть. Children. Так. Вот head, да, в head мы прокидываем все, что будет в заголовке нашей страницы, title и description, если есть, то мы делаем вот эту штуку, если нет, то для роботов, то сделаем no index. Все, сохраняем, давайте теперь его инициализируем, я предлагаю закинуть его в layout, потому что относится к layout, почему бы, собственно, и нет. Значит, делаем обертку, тут можно, я не знаю, как хотите, можно сделать, на самом деле, давайте так, сделаем мету просто. Мета, вот, он будет просить здесь какие-то параметры, мы их также будем получать здесь, я так хочу сделать, да, поэтому сделаем iMeta здесь, вот. То есть все, что будем прокидывать layout, у нас сразу же будет являться у нас, передаваться и вот сюда. Вот. Meta title является title. И description. Ну, тут можно так сделать, можно REST оператором сделать. Я так не хочу делать, потому что в этом случае это будет лишнее. И все. Теперь идем в home. Вот наш layout, он подсвечивается, что... Вот в чем плюс TypeScript? Он вам подсвечивает, что тебе нужно указать. Он говорит, title не указан здесь. Пишем title, пишем homepage. Ну, просто home. Сохраняем, идем на главную. Как видите, у нас теперь home и red cars. И что уникально и круто, мы если зайдем сюда, мы пишем title, видим, что теперь у нас title есть name robots, no index, да, не индексируется страничка. Теперь, если мы прописываем описание, допустим, типа... не знаю, we love our customers, we like продавать to sale же, да, продавать? По-моему, да, sale cars. Sorry за английский, ребят.
Учусь. Так, обновляемся, и вот видим, теперь у нас является и description, и Open Graph разметка есть, title, Open Graph description и так далее. Все прекрасно у нас. Вот так у нас работает SEO-оптимизация на реальном примере метакомпонента, который мы с вами разработали. Мне кажется, многим из вас это будет супер полезно. Те, кто, допустим, у вас нет возможности, может быть, купить интенсив и так далее, и вот вы сейчас немножко часть глянули того, что есть в платном материале на сайте. И вот это прям, это годно, мне кажется. Многие из вас, если делают реальные продакшн-проекты, вам это понадобится 100%. Теперь давайте разберем, как нам импортировать. Мы сейчас уже переходим с вами постепенно к SSG, SSR и ESR, и перед этим разберем еще один маленький нюанс. Как нам сделать так, чтобы у нас компонент, помните, я говорил в начале ролика, чтобы компонент грузился только на клиентской части. Вот, бывают такие случаи, бывают библиотеки, которые не поддерживают серверный рендеринг, бывает такое, да, то есть, условно, бывают библиотечки, типа, я помню, по-моему, рейтинга библиотеки какие-то у меня были, по-моему, этот текстовый редактор, условно, в админке, допустим, когда вы делаете. Опять же, в интенсивах мы это разбирали. Бывают такие моменты, когда они не поддерживаются, и их нужно импортировать только на клиенте, чтобы сервер их не обрабатывал. Как это делать? Смотрите, я покажу на базовом примере. Так, слушайте, я даже не знаю, на каком примере вам показать. Может, сделать импровизированный футер сделаем, как будто. Футер. Я сейчас на конкретном примере показать не смогу, потому что что-то нет у меня каких-то идей, да, как это можно вообразить все. Ну, мы представим, как будто компонент нуждается в том, чтобы грузиться только на клиенте. Сохраняем. Все, вот наш компонент, футер. Обновляемся, ну, и, собственно, он здесь также у нас будет, вот, футер внизу. Мы можем в нем написать, как там, копи, да, вот так делается, по-моему. Я уже 100 лет не писал, 2023, Red Group. Вот так, да, по-моему? Да, Red Group 2023. Окей. Или в обратно пишется, неважно абсолютно. Мы сделали футер. Допустим, мы хотим, чтобы он грузился только на клиенте. Как мы это будем делать? Мы делаем обычно импорт. Вот здесь. Импорт, да. Это для импорта, да, я немножко не так сделал. Вот, мы делаем по-другому. Создаем константу. Я обычно люблю называть dynamic, да, чтобы было понятно сразу, что за компонент. Я люблю так интерфейс называть, типа I в начале, и условно там типы в начале type писать, потому что важно понимать, что это вообще за сущность такая интересная, что у него за тип. Пишем dynamic footer, мы будем понимать, что он динамичный у нас. Тут мы вызываем метод, функцию дать динамика из next, как раз таки, да. Открываем стрелочную функцию и пишем здесь импорт. Импортим мы как раз таки вот наш футер. Заимпортили. Дальше ставим запятую. Тут я забыл обернуть скобками. Да, мы футер оборачиваем скобками именно. Импорт. Вот так. Так, у нас заимпортился, да. И вот здесь, видите, он настроил момент, пишем опшены. Да, только футер и TSX, наверное, не нужно. Зачем TSX, я не знаю. Вот так, да. И вторым аргументом пишем опшены. Опшенов есть много, здесь на самом деле редко они используются. Основное это SSR. И все, мы просто выключаем SSR. То есть, значит, у нас на этой страничке, мы сейчас меняем здесь, да, будет выключен серверный рендеринг. Давайте посмотрим. Обновляемся. Как видите, все, ничего не поменялось, но при этом она теперь грузится только на клиенте. Посмотрим page source. Обновляемся. И попробуем найти футер или Red Group. Как видите, мы его не находим. Вот, потому что он грузится только на клиенте. То есть все, он, грубо говоря, загрузился, как грузится обычное React-приложение без Next. Вот и все. И это позволяет вам избежать некоторых ошибок в коде, когда бывает требуется именно грузить чисто на клиенте. Вот так оно выполняется. Еще раз, мы берем const dynamic footer, dynamic, стрелочная функция import footer и указываем, что SSR false. Выключаем серверный рендеринг. Вот и все. Вот и все, ребят. Так, это понятно. Давайте теперь перейдем к фетчингу. Как происходит фетчинг вообще в Next и разберем концепции базовые. Итак, ребят, во-первых, я перейду в официальную документацию и покажу вам, где эта вся информация вообще находится. SSG, Next.js. Так, отлично, идем сюда. Смотрим, значит. Смотрим. Вот, у нас, значит, есть варианты загрузки Basic Fetching, вот, Data Fetching. У нас есть Server-Side Props, SSR, есть Static Props, есть Static Paths, это все вместе называется SSG. Есть ESR, Incremental Static Regeneration, и есть Client-Side. Вот, давайте разберем каждый из них по очереди. Смотрите, есть, значит, у нас Get Server-Side Prop, да, это SSR. Или, окей, давайте начнем с базового, да, с того, что вы, скорее всего, понимаете. Есть у нас Client-Side подгрузка данных, это вот тот самый React Query, это вот то, что на React идет загрузка через UseEffect условно и так далее. Все, что мы грузим на стороне клиента, это называется client-side. С этим вы знакомы уже в React, тут ничего интересного нет абсолютно, это все то же самое. Если перейдем сюда, допустим, можем посмотреть. Вот тот самый пример, да, UseEffect, и все понятно, да. Перейдем к примеру, который часто новички, когда только начинают изучать Next, они сразу рвутся пользовать именно эту функцию, и потом сталкиваются с определенными проблемами оптимизации сервера. Они понимают, что у них сервак жрет невероятно много ресурсов. Я сам был таким человеком, когда с этим столкнулся, и потом в один момент нужно кое-что поменять. Давайте расскажу. Есть, значит, SSR, то, что вы сейчас видите на экране. Это серверный рендеринг. Что это значит? Значит, что вы подгружаете данные на сервере. Как бы, казалось бы, все круто, но здесь есть один нюанс. Почему сервер будет есть много ресурсов? Потому что на одного пользователя, который заходит на сайт, идет один запрос на сервер на получение данных. Юзер зашел на сайт, данные отправил запрос на сервак, с сервера пришли данные. И так на каждого пользователя идет отдельный запрос и ответ в базу данных. Ну, то есть на ваш сервер полноценный. И вот это уже само по себе понимание
понимание вот этого, оно дает вам понять, что почему сервер ест много ресурсов, потому что это максимально не оптимизировано. У вас вместо того, чтобы один раз подгрузить данные и их, чтобы использовал сразу много человек, у вас вместо этого каждый человек идет и берет себе уникальные данные, хотя они на самом деле не являются уникальными для каждого человека. И вот это такой интересный нюанс, да? Поэтому я крайне не рекомендую использовать сервер SiteProps. Практически 95% случаев можно обойтись без него. Некоторые, конечно, сейчас будут писать в комментах, скорее всего, о том, что Макс, как же Redux? Как же Redux, да? А все очень просто, ребят. Redux никак, потому что Redux вы просто работаете именно клиентской части. Вам не нужно он на серверной части. Те, кто пишет, я еще, ладно, в конце коснусь этого, разницу с React, да? На самом деле Redux работает абсолютно так же, как в обычном React. Вам не нужно ничего там вымудривать, ничего там никакой ставить Next Redux в wrapper. Это все полная дичь, это не надо. Это лишнее. Вот такая правда, да? Потому что оно будет жрать ресурсы вашего сервера, этот SSR, и ничего вам толком не приносить. Перейдем теперь к SSG и ESR. SSG, что такое? Это выход из этой ситуации, частичный выход. Это статичная генерация данных. То есть, это когда у вас данные загружаются на этапе сборки проекта, когда вы пишете в консоль next build, или yarn build, собрался проект, после этого у вас уже есть готовые подгруженные данные, и дальше вы эти данные спокойно можете получать с сервера, и, как я говорил до этого, у вас будет принцип, когда много данных на много юзеров. Пришли все данные, там пришли все товары за один раз, да, и потом юзер берет, я хочу этот товар, хочу тот товар и так далее, и он берет этот данный уже из кэша, он уже берет готовые данные, ему не нужно делать запрос на сервак, и тем самым у вас оптимизация просто конфетка получается, как, в принципе, и у любого статичного сайта, но есть один нюанс, ребят. А нюанс заключается в том, что в такой картине, которую я вам только что нарисовал, есть один минус. А минус такой, что у вас данные статичные. То есть получается, если у вас, допустим, вы добавили новый товар, либо вы поменяли текущий товар, вы его переобновили как-то, вы поменяли цену товара, вы что-то еще сделали, удалили товар, я не знаю. При всех этих сценариях у вас кэш не меняется, потому что у вас данные генерируются один раз только, один раз, да? И это значит, что вам придется каждый раз делать сборку проекта вручную. То есть поменяли данные, сделали yarn build, поменяли данные, сделали сбор. Но это неудобно, да, прикиньте, у вас на серваке, на продакшене, вы каждый раз делаете сборку, это полный гемор, я считаю. Поэтому, да, некоторые сайты так живут, в принципе, и существуют, те же блоговые ресурсы, да, они спокойно статики живут и без проблем каких-либо, вот. Но мы разберем с вами более крутой подход. Но перед этим еще остановимся на каком важном моменте. Смотрите, у нас в документации есть static props, вот он, да, а есть также static paths. Вы, наверное, спросите, Макс, что такое get static paths? Мы к нему еще опять же вернемся и перейдем. Это штука, которая вам позволяет подгружать данные отдельно для динамичных путей. То есть то, что мы с вами до этого разбирали, когда у нас идет динамичный путь, допустим, car/1, подгрузить первую машину с ID равным 1. Это и считается getStaticPaths. То есть он вам позволяет заранее даете понять Next, какие у вас будут доступны ID-шники товаров, и он их сразу грузит пачкой. Вот и все. Это именно для динамики. С ним есть специфика работы, мы ее разберем обязательно, поэтому дождитесь. Вот. И последним разбираем, это вот то, что, в принципе, основная фича Next, и то, почему его все любят, то, что нету у многих других, у того же, допустим, Remix, по-моему, нету, у того же Astra нету и так далее. Значит, разберем. Это тот самый ESR, это Incremental Static Regeneration. Что это значит, ребят? Это значит, что мы делаем ту же самую статичную генерацию, как и в предыдущих пунктах, также абсолютно, потому что мы видим название Static Regeneration, но важный нюанс, здесь есть очень крутые пропсы, ну, либо аргументы функции, которые вы можете передать, и они позволят вам сделать определенную магию Next.js, вот то, почему ее все любят. Я так долго подвожу, потому что это нереально интересная функция. И функция позволяет вам делать ревалидацию данных. Внимание, то есть, получается, вы, допустим, обновили цену товара, обновили название товара, обновили тег товара, что угодно вы обновили условно, да, и в таких случаях у вас идет ревалидация данных в то количество секунд, которое вы укажете. Указали 10 секунд, ревалидация идет 10 секунд. То есть каждые 10 секунд идет ревалидация данных и так далее. Вот видите эту строчку? Revalidate 10, мы к нему еще вернемся чуть дальше. Вот. А касаемо fallback, есть также fallback blocking, он указывается именно на странице, вот как раз динамично, допустим, car1, car2 и так далее, и он позволяет вам, если вы указываете fallback true, то выдаст, точнее fallback false, если вы указываете, он выдаст вам 404 ошибку, если такой страницы не найдено, и при этом, если вы указываете fallback blocking, то, что обычно все указывают, это значит, что если, допустим, страницы нету, этого товара нету, он попробует сделать запрос на сервер и получить этот товар. Круто, круто, то есть у вас добавился новый товар, допустим, человек делает на него запрос, его пока что нет, потом он появился. Это просто магия Next, ребят, вот так оно все работает. Мы сейчас перейдем конкретно уже к практике, ребят, сделаем запросы на каждом из них и попробуем, попрактикуемся, скажем так. Поэтому переходим к практике. Ну, ребят, прежде чем мы перейдем к практике, давайте я вам расскажу про нашу шикарнейшую подписку,
да, и почему я всем, абсолютно всем рекомендую, собственно, эту штуку. Потому что вы всего лишь за небольшую сумму денег, это в 2 раза ходить в магазин, 2000 рублей в месяц, вы покупаете доступ ко всей платформе. Это как Netflix, условно, да. У Netflix, по-моему, подписка стоит так же, может быть, даже чуть дешевле, но при этом там вы смотрите фильмы, это развлечение, здесь получаете образование. В то время как другие курсы у нас в сфере продаются по 50, по 100 тысяч рублей. Это уникальная возможность за небольшую стоимость, даже если вы там, условно, школьник какой-то, да, там вам 15-16 лет, вы можете легко там просить деньги у родителей, условно, научить разрабатывать сайты. Я помню свои года, когда мне было лет, наверное, 15-16, мне дали родители первый раз 100 рублей на покупку domino.ru. Вот, это к тому, что это очень недорого, и поэтому вы можете легко, это не типа, не нужно там идти просить, дайте 50 тысяч рублей, да, условно. Это всего лишь 2000 рублей, ну а если вы, тем более, взрослый разработчик, для вас это вообще какие-то жалкие копейки. Поэтому, ребят, пробуйте, тестируйте, понравится, кайфуйте, продлевайте без проблем со скидкой. Что вы получаете? 6 интенсивов разного уровня. Сейчас покажу интенсив, который мы разбирали Next очень подробно. Также VIP-чат поддержка, да, на любой вопрос вам легко помогут ответить. Проект с нуля, рубрика выходит каждую неделю. Исходники больших проектов, да, это все, что мы делаем на стримах, все, что мы делаем на видео, в том числе и текущее видео, и там YouTube 2.0, Rutube 2.0 и так далее. Все проекты, которые мы делаем на YouTube, все исходники доступны будут в нашем премиум хранилище. Там более 75 репозиториев уже. Хранилище невероятно огромное. Скоро там добавится поиск. И также проходят большие розыгрыши и авторские стримы также раз в месяц. Кроме этого, есть тариф на 3 месяца, есть доступ навсегда. Навсегда это для тех, у кого есть деньги. Купил один раз, кайфуешь. Закрытый клуб на целый год дается. Также уникальный тег VIP в чатике у вас. И вы просто приоритетный чувак. То есть у вас приоритетная поддержка всегда будет. Вы никогда больше не платите. Вы все, что будет в будущем, получаете абсолютно бесплатно. Все, что было, получаете бесплатно. И вы просто красавчик. Ну и на 3 месяца тоже, кому это интересно. Вверху есть ссылочка для оплаты из других стран. Нажимаете инструкция. Оплачивайте первым методом. Работа 90% случаев. Залетаете из еврозоны, либо тенге, без разницы. Оплачивайте, для любой страны доступно. Либо этот, пробуйте. Что-нибудь точно сработает. 90% случаев работает безотказно. Вот. И по поводу интенсива. Вот список всех интенсивов. На этой же странице нажимаете интенсивы. Переходите. Вот список всех интенсивов. Я хочу остановиться именно для продвинутых. Мы с вами сегодня Next разбираем. И вот это будет идеальное продолжение текущего курса. Переходим. Интенсив фронтенд для продвинутых. Здесь 33 урока контента невероятно сочного. Вы, наверное, можете подумать. Вот некоторые там блогеры делают там по 100 уроков. Макс, а где твои 100 уроков? Ребят, потому что это все полный бред на самом деле. Я стремился сделать максимальное количество меньше уроков. Точнее, минимальное количество уроков. Почему? Потому что здесь только практика, здесь нет теории. Вы заходите и просто вкалываете, топите и делаете полноценный большой онлайн-кинотеатр. С этим знанием можно сделать что угодно потом. Ну, стек невероятно крутой. Полностью описание, там и редакции, и React Hook формы, и Draft.js, и так далее. Все это здесь есть. И тот же самый Next мы здесь разбирали прям от корочки до корочки очень подробно. Поэтому, ребят, это вот идеально будет для вас решение. Здесь Next, React, TypeScript, Redux и так далее. Полный стек можно посмотреть здесь, вот стек. Что вы научитесь делать, можно посмотреть здесь. Здесь демо проекта в самом видео. Кайфанете, насладитесь невероятно. И это все входит в одну общую подписку. Вы можете купить один интенсив, второй, третий, 10 и так далее. Все в одной подписке. Вам не нужно доплачивать за каждый интенсив по отдельности. И это уникальная возможность. Ссылку оставляю в описании, ребят. Залетайте, покупайте, пока цена не поднялась, потому что в этом месяце выходит новый интенсив по JavaScript, и цена поднимется. Поэтому будьте внимательны, покупайте, поддерживайте канал. И, собственно, будем с вами обмениваться крутым опытом, ребят. Ссылка в описании. Так, ну что, ребят, переходим тогда. Перед этим скажу один маленький нюанс еще. Вот сервер-сайд Props, смотрите, важный момент. Вы как будете разрабатывать на Static Props, да, вам важно понимать, что он на этапе разработки, то есть в режиме разработки, в котором мы сейчас находимся, он будет работать как сервер-сайд Props. Это важно понимать. Он не будет генерировать статичные данные. Он их будет генерировать только на этапе, когда вы поменяете на продакшн и забилдите проект. Вот. Это важно понимать, поэтому вы разницы не почувствуете. Вот, видите, тут написано always run запускается, когда next build запускаете. Вот и все. Хорошо, давай тестировать. Так, во-первых, я перед этим всем поставим наш Axios. Мы его разбирали в прошлом выпуске. Я сравнивал, чем лучше Axios фича. Вам будет интересно посмотреть. Поставим Axios с вами, да и в принципе нам Axios пока что хватит. И удалим эту штуку. Окей. Значит, я запущу наш сервак. Опять же, полный вот этот сервер небольшой можете скачать по ссылке в описании. Сейчас объясню, про что я говорю. Вот, короче, по ссылке в описании будет вот рядом с этим архивом вот этого проекта будет лежать также архив базы данных. Вот так она выглядит. Это простая, очень простая база данных на JSON формате. Просто вот JSON, да, обычно вот все наши машины. И, собственно, папка паблик, в которой лежат те самые картинки, да. Все, мы легко запускаем и кайфуем. Вот, как это все запускается? Все очень легко максимально. Мы открываем это все в консольке. Давайте я в терминале прямо здесь открою. Выйдем назад на уровень. CarDB. И запускаем команду JSON сервер. Watch. И можно указать какой-нибудь порт условно, я не знаю. Можно так запустить. И указываем сам файл.
db.json. Запускаем. Localhost 3000. Давайте поменяем порт ему также. Порт у нас будет, давай, 3200, как обычно я делаю. Все, на порту запущено. Можем проверить. Это такая скромная база данных, чтобы у нас просто были какие-то данные, как будто вымышленный сервер, точнее. Берем cars. Вот наши машины все открываются. Окей, давайте делать запрос к базе данных теперь. Мы с вами уже, ребята, опытные. Мы знаем, что нужно создавать сервисы. Да, мы же красавчики с вами. Так что не забываем про этот момент. Создаем сервис полноценный. New file. Car service. .ts. Да, экспорт const. Так, я название перепутал, давайте мы в нашем стиле сделаем. Окей, экспорт const. Либо как объект, либо не как объект, тут уже на ваш выбор. Делайте как угодно, абсолютно. Вот, и будет получать у нас async get all. Получаем все машины, возвращаем эти же машины, Axios. Я здесь сразу буду распаковывать. Axios get, получаем машины. Давайте вынесем здесь API URL. У нас это будет HTTP localhost 4200. Так, здесь мы получаем, да? Мы, знаете, можем что по-умному сделать? Можно сделать axios.default base URL, да, и указываем API URL. Вот так. Чтобы у нас уже это был как базовый URL изначально, и уже от него будем идти. Тогда мы указываем здесь просто /cars. Окей, получаем данные, дата, и возвращаем также нашу дату. Все, возвращаем дату. Окей, что-то он ругается. Почему? Потому что мы не обозначили тип. Давайте обозначим тип машин, который будет возвращаться. Так, давайте создадим папочку туда отдельную. New folder, interfaces. Отлично, создаем интерфейс, car интерфейс. Это описание нашей машины из баз данных будет. Экспорт интерфейс, iCar. Так, давайте посмотрим, что у нас приходит. Здесь приходит ID 1, name, ID number. Name это string является. Так, price number и price number и image string. Вот так простое описание базы данных. Описали. Указываем здесь, что мы это получаем с вами. Окей. И в принципе все, да? Тут не забываем await сделать, да, я забыл await сделать, и тогда можно забрать дату полноценную. Вот, возвращаем дату. Окей. И также делаем для одной машины, get by ID. Принимаем ID машины, будет стринга приниматься, нам не важно абсолютно, потому что мы все равно будем отдавать как стринга. Там, смотрите, какой нюанс интересный. Здесь, по-моему, мы вот так получаем, ID 1, вот так, да? Да, вот в таком формате идет получение у нас. Поэтому здесь приходит также машин, только здесь не одна, здесь много машин, не забываем. Здесь тоже много машин приходит по факту. Здесь мы указываем либо так, либо красиво можно сделать через парамсы. Парамс, вот, можно красиво сделать, как бы, тут уже на ваш вкус и цвет. Так, окей, айдишник передаем, получаем, и тут отдаем именно первую машину. Все, вот прописали наш сервис. Еще раз, мы берем Axios, мы назначаем константу нашу API URL, чтобы ее везде использовать. Да, дальше обозначаем Axios по дефолту, у него будет базовый URL уже вот этот идти. Дальше создаем наш сервис. Get all, собственно, мы делаем Axios get, да, вот такой, получаем всех машин. И get by ID, получаем айдишник, этот айдишник передаем сюда в парамсы, показал в адресе, да, где это будет находиться. И все, дальше мы возвращаем именно нулевой, потому что приходит массив, а нам нужен именно первый элемент массива. Все, чтобы вернуть объект. Сохранили, отлично. Это мы с вами закончили. Так, возвращаемся теперь, так, это мы тоже с вами закончили. Все, можно делать с вами полноценный уже запрос, да. Пойдем на главную страничку, пожалуй. Home. Отлично. И сделаем здесь запрос на сервер. Здесь нам нужны уже данные готовые. Давайте их получим отсюда. Я, пожалуй... Давайте... Сейчас я просто думаю. У нас данные будут прокидываться 3 раза целых. 3 раза будут данные прокидываться. Я бы для них сделал отдельный тип, на самом деле. Я бы даже его прям в машинах прописал. У нас маленькое приложение может так сделать. Экспорт интерфейс. Это будет называться у нас экспорт интерфейс iCar data. Вот так вот. Тут мы что указываем? У нас будут приходить cars машины. Они будут являться car и вот так вот. Все. В принципе, почти все. Единственное, я бы еще то же самое сделал, только iCar data single, да, и тут возвращается именно одна машина. Вот так. Сейчас объясню, для чего я это сделал. Возвращаем здесь принимаем краски iCar data. Здесь мы принимаем машины. Вот, их можно вывести уже полноценно. Берем cars, map, делаем с вами проверку адекватную, да, length, то тогда map делаем. Если мапа нету, то мы с вами делаем, что не найдено у нас машин. Cars not found. Потому что если у нас равно нулю, значит нету, да, машин. И тут делаем car, указываем car item, который мы сейчас тоже с вами сделаем, car item. И, в принципе, давайте его создадим. Только не здесь, да, а я хочу его в UI сделать, потому что он больше к UI будет относиться. UI, там создадим папочку car, и там создадим файлик car item. .tsx создадим. Он у тебя будет принимать уже одну машину, car, iCar. Она у нас тоже есть, поэтому можем сюда передать iCar single, окей. И принимаем одну машину. Все, здесь у нас будет сам элемент машины. Да, во-первых, что мы тут сделаем на самом деле? Делаем image component наш любимый, да, который мы сделали. Небольшая практика, сейчас позанимаемся. Source car.image, да. Вот тут, скорее всего, будет ругаться. Сразу вас немножко об этом оповещу. Сейчас мы с этим разберемся, да. Alt указываем здесь car name. Тут дальше у нас идет div, или давайте не div. H2 пусть будет, это у нас будет car. Дальше цена будет, да, допустим, я напишу в теге small, car
price. И также в конце button. Или точнее ссылка. Ссылка на переход вовнутрь непосредственно линка. href идем вовнутрь. Car, слэш, указываем вот так. Оборачиваем вот так. Сейчас у нас идет полноценная практика. И берем car.id. Все, передали. Здесь, значит, read more, прочитать больше про машину. Все. Окей, ну это как мы в React делали в курсе по React, поэтому здесь все понятно. Окей, немножко стиля нужно накинуть, понятное дело, да. Класс name мы делаем stylus.item. Берем, создаем здесь new файл car item.module.scss. Берем здесь item. Я не знаю, что ему накинуть на самом деле, ребят. Border radius, значит, по 10 пикселей. Без tailwind, конечно, долго будет все писаться, но тем не менее. Overflow hidden. Что еще мы делаем? К имиджу, если мы относимся. Давайте к h2. То у нас margin top где-то 5. Margin bottom где-то тоже 5 пусть будет. Вот. Я так сделал специально. Small, это у нас будет чуть покрупнее, да, small. У нас будет font size где-то 16. Пока пойдет, ребят. Пока пойдет, я не знаю. Пока пойдет. Import stylus from car item. Отлично. Все, это мы взяли. Car item идем сюда. Берем ключ обязательно. Ключ. car.id. Тут делаем мы car. Все, теперь можно с вами получить данные непосредственно, да. Перейдем, помните, я говорил, что в этом мы не получаем данные, да? Данные получаем на уровень ниже. То есть в pages и индекс tsx. Идем сюда, вот здесь у нас данные есть замечательные, и мы должны здесь получить. Да, но как мы их здесь получим? Во-первых, я поменяю наш компонент на адекватный, да, на стрелочную функцию, как я это люблю делать. Делаем home page. Вот, next page, вот этот тип указывает, что эта стрелочная функция именно относится к, возвращает, во-первых, JSX, а во-вторых, она относится к next page типу, да, это значит, что у нас здесь можно легко прописывать с вами всякие интересные штучки. По типу как раз get server side props. Итак, здесь мы также получаем с вами iCars data, мы также получаем cars, здесь передаем также все в home, cars, передаем cars. Здесь все предельно ясно и понятно. Просто прокидываем данные. И теперь давайте займемся фетчингом данных. Во-первых, получим данные через обычный server-side props, обычный классический. Для этого пишем export const get server-side props. Указываем тип get server-side props. Так, get server-side props. Вот. Кто не знал, он все принимает generic. Многие не знали об этом. iCar data. Это то, что он будет возвращать в итоге. И тут делаем асинхронную функцию. Вот, и теперь мы делали async функцию, да, return. Многие, да, будут говорить, что я, блядь, неправильно произношу опять. Правильно произносить return, я это знаю, ребят, прекрасно, да, но, собственно, как привык, так привык. Так, здесь мы указываем, собственно, вот несколько пропсов, которые можем вернуть. Можем вернуть пропсы, да, это те самые пропсы, которые будут возвращаться в итоге здесь, cars. Можно not found, это значит, что выйдет 404 ошибка, и редиректнуть, то есть переадресовать куда угодно именно на стороне сервера. Давайте вернем пропсы, и будет это cars. Да, нам нужно их получить сначала, давайте их получим. Здесь все, то есть все, что мы здесь пишем, оно будет происходить именно на сервере. Const, cars, у нас есть, помните, await, и есть наш замечательный car service, берем от него get all, получаем машину и здесь отдаем. Все, здесь все понятно. Он ругается, да, потому что он говорит, что is not assignable to type вот такой, да. Давайте посмотрим по типам, здесь все правильно. Здесь он, по-моему, хочет как-то по-другому, да, чтобы я вернул. Но мы забыли в объект обернуть, оборачиваем в объект, пропсы вот тут, объект, и тогда будет все отлично. Окей, давайте проверять, в принципе, да, идем на главную. Так, вот, видите, ошибка, да, то есть, во-первых, мы забыли вис указать. Так, вис, это у нас вот тут, да, значит, там я не помню, какие размеры у нас у картинок, честно вам признаюсь. Давайте посмотрим, в принципе. Я их вообще там делал, они разного размера на самом-то деле. Они реально разного размера. Мы там делали через background image в прошлый раз с вами. Вот, размер 600 на 400. Поэтому я сделаю здесь размер 300 на 200. Вот, а там уже будет видно. Пропорция, скорее всего, будет нарушена. Так, дальше что он пишет? Вот, видите, то есть путь такой localhost, он пишет, что хост localhost не конфигурирован для картинок. То есть, если вы указываете image component и у вас там идет какой-то внешний домен, вам его нужно представить в конфиге. Мы сейчас немножко коснемся конфига, чуть-чуть совсем, да. Потом к нему еще вернемся. Images, указываем domains и указываем домен. Localhost. Сохраняем. Обязательно нужно перезагрузить приложение после этого обязательно. Перезагружаем, обновляем страничку. И дальше смотрим. Дальше еще один у нас есть картинка. У нас еще такой есть хостнейм. Мы его тоже не указали. Давайте его тоже укажем. Сохраняем, обновляем, обновляемся. И вот, пожалуйста, наши машины успешно получились. То есть, как видим, что они получились именно, если мы посмотрим network. Давайте сделаем переобновление. Я уберу это. Переобновимся. Видим, что у нас нет запроса на сервер. Потому что данные пришли еще на этапе сервера. То есть, у нас не на этапе клиента, на этапе сервера именно. И вот прекрасно эти данные, собственно, вывели здесь. Что здесь можно добавить по этому поводу?
Да, в принципе, разобрать эту функцию еще раз. Смотрите, что мы в итоге сделали. Объявляем здесь функцию const get server side prop. Дальше объявляем тип, для того, чтобы у нас не было ошибок, и мы четко понимаем, что мы возвращаем. Здесь указываем, что мы будем получать. Асинхронная функция. Берем просто обычно вызываем наш сервис, обычно наш Axios. Тут помните внутри, как он выглядит, вот так вот, да, get all. Вызвали наш Axios замечательный. Далее мы этот карс берем, и, собственно, мы его просто отдаем в пропсы. Все. Здесь все элементарно просто. Можно также добавить здесь try catch, если что-то отдавать ошибку, условно not found. Помните, я вам говорил, здесь есть not found и так далее. Мы сейчас с этим еще немножко поиграемся, вот. Но в чем смысл? Смысл в том, что вот эта запись, она сейчас ничем не будет отличаться, если мы, допустим, сделаем то же самое, только на... Я оставлю вам для примера, чтобы вы могли поюзать потом. Если мы сделаем static, то, что я вам рекомендовал в начале использовать. Static props. Get static props. Вот, абсолютно все то же самое, абсолютно так же работает. Обновляемся, все так же работает, ребят. Единственное, не забудьте добавить ревалидацию. Сделаем revalidate. Собственно, вот, добавляем revalidate. Вот, видите, revalidate, то, что я говорил. И, допустим, каждые 60 секунд будем ревалидировать. Вот, ну, как видите, она работает абсолютно так же, потому что, как я и говорил до этого, тут все написано в документации, именно в режиме разработки вы разницы не почувствуете. Разницу почувствуете только в режиме продакшна, когда вы задеплоите данное приложение. Пока что разницы не почувствуете. И будет разработка висеть как с обычным сервер-сайд пропсом. С этим нужно быть аккуратным. Окей, теперь мы с вами сделаем страницу отдельной машины и получим данные также, да, только через... То есть, тем самым сейчас уже, смотрите, что проверили. Мы сделали SSR, вот он SSR, да, вот он SSG, и уже вот же он ESR, потому что мы добавили revalidate, вот и все, revalidate. Теперь давайте сделаем то же самое, только для одной машины. Я, пожалуйста, копирую эту всю страничку, идем сюда, вставляем здесь. Одной машине, я даже здесь не буду делать никакой layout, мы просто подменим здесь все, что нам нужно подменить. То есть я здесь, ну или ладно, давайте уже по красоте будем делать, ладно, не буду халтурить. Сделаем, значит, car detail.tsx. И здесь приходит сама машина. Машина будет приходить вот iCar single. Берем здесь машину. Здесь мы будем возвращать обычный этот layout. Окей. Здесь мы указываем с вами title. Это будет являться как раз таки наша машина car name. И в принципе, что нам еще нужно получить здесь? Да, и ну и описание, да, вообще. Это же SEO-страничка. Описание. Я не знаю. Good expensive car. Вот так. Ничего больше мне не пришло в голову, забейте. Просто мы описали какое-то описание. И все. И выводим просто обычный car item. Я не хочу здесь никак запариваться. Car item выведем здесь. Вот. Чтобы мы сейчас со стилями с вами не парились особо. И берем car. Все. Можно сделать проверку также без проблем. То есть, если машины нет, то что-то выводить и так далее. Я думаю, что на этом этапе делать это не нужно. Это можно сделать на этапе именно проверки, да? Окей. Все, это готово. Теперь здесь мы возвращаем наш car detail. Тут мы меняем обязательно, да? Это убираем. А это везде меняем. Это меняем на car. Car page пусть будет. Car detail page. Здесь получаем уже iCar data single. Одну машину. Передаем также сюда эту одну машину. Вот. И здесь будет сейчас работа с get static paths. Это я убираю все. Смотрите. Это мы получаем одну машину, да? Но он будет ругаться, да? Что он нам будет говорить? Он будет нам говорить. Сейчас давайте мы сначала это сделаем. Возвращаем одну машину. Во-первых, получаем здесь пропсы. Вот. У нас есть парамсы. Те самые, да? И это вот тот самый параметр, который у нас будет здесь вот. /ID условно. Давайте перейдем на страничку Камри условно. Вот. Я пока что недоступна она. Ну, сейчас вот видите, ошибка уже вылазит. Значит, берем парамсы. Давайте выведем в консольку. Консоль лог. Парамс. Вот. Он нам, скорее всего, не выйдет, потому что он пишет ошибки здесь. Ну, он пишет ошибки о том, что мы не можем так делать. Да, он не будет работать. Короче, давайте сразу разберем, что за ошибка такая. А вот как раз та ошибка, что я вам говорил. Если мы грузим динамичное значение, нам нужно дать понять нашему Next, то какие данные мы вообще подготовить для этого. То есть дать понять, какие у нас вообще айдишники будут существовать. То есть он пишет get static paths обязательно для динамичного SSG рендеринга. Давайте это опустим ниже и тогда добавим. Здесь мы делаем, окей, мы пока остановимся, сделаем params.id. Это и будет являться нашим, собственно, вот здесь get by ID. Вот, это все понятно. Это мы с вами сделали. Тут он будет сейчас ругаться, потому что, может быть, undefined, да, наверное? Да, поэтому мы обернем стринг. Вот. Такой как бы лайфхак, но это так нельзя делать, но тем не менее. Давайте в стринг другой обернем. Вот в такой стринг обернем. И вопросик добавим. Отлично. Все, здесь машину одну возвращаем. Давайте теперь сделаем get static paths. Export const. Get static paths. Get static paths. Async. И что-то мы будем возвращать здесь. Давайте покажу, как это выглядит в документации. Get static paths. Ну, что-то весь код отлагает жутко, не знаю почему. То есть мы, пожалуйста, мы должны вернуть, как видите, вот pullback, да, мы сейчас еще раз его коснемся, и вот вернуть те самые пути нужно. Значит, для этого мы делаем запрос к серверу. Что ж у меня с весь кодом происходит? Блин, что за дичь? Const cars. Делаем запрос на получение всех машин. Car service get all, да. И далее мы пробегаемся по нашему cars map. И вот здесь указываем пути, paths.
cars map пробегаемся. Дальше возвращаем здесь объект и смотрим, какой вид нам объект нужен. Нам нужно вернуть объект с типа params, да, в них еще ID, да, получается, params, дальше ID, да, и уже ID будет являться car ID. Вот так оно должно работать. Здесь он ругается, потому что он пишет, что is not assignable get static paths, и fallback мы не описали, да. Вот, я честно не знаю, что сюда писать нужно get static paths. Давайте без этого оставим, это здесь лишнее будет. Вот, но при этом укажем, что нам нужно вернуть здесь, как бы мы оставим get static paths, да. Да, здесь, короче, я посмотрел документацию, ребят, здесь немножко по-другому get static paths описывается, именно интерфейс. Вот, я взял с документации, берем parse URL query, получается отсюда, да, и нам нужен туда ID, только ID нам нужно number. По идее будет работать. Окей, он хочет вернуть стрингу, да, именно. Так, стрингу, возвращаем number. Давайте попробуем, во-первых, переконвертировать стрингу это все, toString. А во-вторых, все-таки укажем fallback. Вот, fallback мы будем указывать блокинг. Я вам говорил до этого почему, да, то есть можете отмотать, посмотреть. Это для того, чтобы у нас, если страницы не существует, чтобы она все равно делала запрос на сервак и показала нам эту машину, если мы, к примеру, добавили только свеженькую, новенькую. Окей, идем сюда, обновляемся. Как видите, машина прекрасно появилась. Идем на главную. Давайте перейдем, допустим, Honda Civic. Идем сюда, вот она появилась прекрасно. И так далее. Опускаемся ниже, Tesla Model S, вот она появилась. Все. То есть у нас прекрасно работает наша вот это все, наша штука, да, get static paths и get static props. Давайте еще раз разберем. Get static props, думаю, ничего разбирать не нужно, мы и так понимаем, да, как он работает, потому что мы до этого уже его разбирали. А тут давайте более подробно. Итак, мы, во-первых, берем машины все, да, берем все машины, получаем. Дальше мы возвращаем paths, все пути, которые будут существовать, и пробегаемся с помощью мапа по нашему массиву cars и возвращаем объект, в котором есть params, в этом есть еще один объект, в котором есть ID. String обязательно, да, потому что он требует string. И fallback blocking ставим. То есть значит, что у нас, если страница не будет существовать, он сделает повторный запрос на сервак и убедится в том, что ее реально нету. Вот, и интерфейс описали, экстендимся, то есть расширяемся на основе другого, да, типа интерфейс точнее, и указываем свой айдишник. Все, это, я думаю, понятно. Вот так, ребят, у нас получилось. Давайте разберем такой еще нюанс. Как работают React хуки в Next.js. Давайте разберем, какой компонент возьмем. Вот компонент замечательный, car detail. Не car, давайте car item разберем. Перейдем в сам car item, вот он на нашей страничке, в принципе. Итак, смотрите, у нас есть useState, да, const, ладно, не буду писать, есть, короче, useState, и есть useEffect из основных, да, которые нужно разобрать. Те, в принципе, с ними и так все понятно. На самом деле, тут очень интересно. useState, он срабатывает как на клиенте, так и на сервере. То есть, если мы укажете какое-то состояние, оно будет отрабатывать также и на сервере. Вот, потому что, это все допустимо. Но при этом useEffect работает только исключительно на клиенте. То есть, он не будет работать на сервере ни в коем случае. То есть, потому что, так устроен Next, собственно, вот. И это для вас может быть определенным выходом в какой-то ситуации. Если вы хотите сделать какой-то код чисто на клиенте, вы закинете его вовнутрь useEffect, и он будет выполняться только внутри useEffect. Вот и все. Точнее, только на стороне клиента. Поэтому, да, то есть, вот базовая работа хуков вот именно такая. То есть, useState работает и там, и там. То есть, важно, да, это тоже нужно брать в голову, да, если компонент у вас не залочен, а работает и там, значит, useState тоже будет работать и там, и там. При этом useEffect работает только на стороне клиента. Все, это тоже имейте в виду, просто тут есть определенная специфика, когда будете писать код. Теперь, разберем наш файлик nextconfig.js, ребят. Я себе небольшую шпаргалочку сейчас открою, вот, чтобы посмотреть, что я хотел именно с вами разобрать в этом файлике, на самом деле. Здесь много всего можно разобрать. Ну и самого интересного, то, что часто используется. Итак, ребят, смотрите. Во-первых, это env, да. Если мы, допустим, хотим создать какую-то переменную, которую будем использовать внутри проекта. Допустим, это будет у нас тот же самый API URL. Вот, API URL, хороший пример. API URL, где у нас идет сервис, car сервис, вот он, да, и мы вот сюда забираем. Вставили сюда. Вот. Теперь мы сохраняем, обновляем. Мы его здесь быстренько подменяем на process.env.api URL. Сохраняем и обновляемся, и видите, все так же работает. Вот. Потому что мы вынесли в nextconfig. Есть еще более крутой вариант. Мы создаем файлик env. Это более верный вариант, да, скажем так. Выносим вот сюда API URL. Окей, вынесли, да? А здесь же мы просто его еще раз дублируем, потому что иначе работать не будет, да? Если без этого работать не будет. Process, env и API URL. Сохраняем, обновляемся опять же. И как видим, все так же прекрасно работает. Вот. Вот этот вариант более правильный. То есть мы сначала env файл, который мы можем легко отдельно на продакшн, отдельно на клиенте хранить. И также мы легко здесь можем прокинуть, потому что мы здесь его заинициализировали. Дальше интересно еще такая штука, я ее юзал 100 лет назад, наверное. BasePath. Решил рассказать, не знаю, я увидел документацию, почему бы нет. BasePath штука, которая позволяет вам сделать базовый путь какой-то. Давайте его зададим, допустим, базовый путь будет red. Сохраним, теперь обновим. И теперь, что интересно, у нас будет открываться все уже с префиксом определенным. Обновляем страничку. Как видите, недоступно ничего. Если мы пишем /red, будет главная страница. Допустим, пишем /red/car/1, будет открываться такая штука. То есть мы добавляем просто еще один, как бы, дополнительную вложенность в виде red. Вот это называется BasePath. Кому интересно было, не знаю, для чего это использовать, но нужно. Значит, из интересного, что часто используется, это rewrites.
это перезапись путей. Часто используется, особенно в том случае, когда у вас, допустим, rewrites, вот так. Особенно, когда у вас, и, к примеру, есть вот бэкэнд, есть клиент, есть бэкэнд, да, и вам, допустим, нужно подменить картинки. То есть я хочу, чтобы открывались картинки, условно, ну, давайте сейчас пример какой-нибудь попробуем привести. Copy image link, вот, она находится по этому пути, да, вот, точнее не по этому, сейчас, localhost 4200, так, вот по этому пути находится картинка, да, но мы, допустим, хотим, чтобы она открывалась здесь, то есть мы хотим сделать slash images, допустим, там 1, да, чтобы открывалась вот там, копируем и перезаписываем путь, то есть возвращаем здесь массив тех самых перезаписываемых путей, тут указываем source, чтобы им перезаписывать. Я буду перезаписывать вот эту штуку. И тут указываем, куда будет направляться. Destination. И будет перенаправляться на вот эту картинку. Вот, сохраним, обновим сюда, вставляем, и не работает почему-то. Images, потому что я написал rewrite, а тут нужно rewrites во множественном числе. Обновимся еще раз. И как видите, она открывается. Вот. Как нам сделать, чтобы это было динамично? То есть, типа там, хотим вторую, чтобы картинку, третью и так далее. По-моему, здесь ставится просто звездочка, если ничего не путаю. Здесь также ставится просто звездочка. Могу ошибаться. Нет, звездочку он не видит, ребят. Звездочку он не видит. Давайте сейчас я уточню информацию и продолжим. Все, ребят, уточнил документации. Мы с вами здесь указываем вот такую штуку. Двоеточие путь и звездочка. Вот так вот. Сохранимся, обновимся, обновляемся. Как видите, вот открылся image 2, допустим, вот двоечка открывается. Вот таким образом работают реврайты. Так, окей. И давайте еще последнее рассмотрим. Ну, images, понятно, мы уже разобрали, да, для того, чтобы вам добавить домены для ваших картинок. Вот. И последнее, это еще редиректор рассмотрим. Async, redirects. Давайте, так, redirects. Так, return. Также возвращается абсолютно все то же самое. Тут только я добавлю еще перманентно, чтобы он переадресовывал 100%. Так, давайте откуда переадресуем. Допустим, будем переадресовывать с машины car 1 на car 2. Я не знаю, на car 2. Такой пример. Итак, идем на car 1, обновимся, и видите, он на car 2 переадресовал. Еще раз назад. На car 1 идем. Так причем и не будет, да, потому что мы работаем внутри клиента. Если обновимся, то, видите, сервер отработал, и все отлично переадресовалось. Вот, для переадресации, кому важно, я, честно, эту штуку прям очень редко использую, практически никогда. Так, все, это тоже закомментю, чтобы оно не мешало нам. Вот такой у нас файлик nextconfig.js. Вот я разобрал все самое основное в этом файле, что только можно было разобрать. Другое практически никогда не используется. Не, ну там, понятное дело, еще можно, вот я сейчас подумал, можно еще накладывать всякие типа врапперы, всякие провайдеры, да, то есть можно накладывать. Условно, когда мы ПВАшку делали, у меня был шорт на канале очень давно, можете посмотреть ПВА, допустим, когда мы делали, когда мы там добавляем, по-моему, i18n, это типа этот перевод сайта, когда мы делаем условно, тоже, по-моему, обертку делаем и так далее. Короче, какие-то обертки делаем, нужно, ну, вас может попросить обернуть nextconfig, и все, больше вам ничего здесь не нужно. Итак, ребят, давайте теперь разберем с вами интересную фишку, да, немножечко вам поделюсь частью материала из интенсива, который будет проходить после этого урока, да, на нашем сайте. Есть в Next очень прикольная тема, многие они не догадываются, и почему-то у них мозги так не варят, и они не думают, что так реально можно сделать. Смотрите, у нас есть страничка, допустим, about, да, допустим, что у нас будет она авторизирована, то есть будет доступна только для человека, который, который в системе, скажем так. Title about, что ты ругаешься? Ну у меня, видите, ребят, вот просто saving, видишь, грузится. Ну, просто вот у меня все залагало, я не знаю. Пишите, ребят, советы в чате, вы мне, кстати, в прошлый раз помогли очень сильно по поводу эмита, все теперь работает. Теперь вот подскажите в чатике, в комментах, что у меня не так с конфигом, у меня вот жестко подлагивает, хотя весь код должен летать просто. Вы же сами видели внизу какой-то, видимо, extension, либо настроечка в конфиге, я не знаю. Так, окей. Все, layout у нас готов, перейдем на about page, вот он доступен у нас, да, как бы. Давайте попробуем сделать оберточку, мы уже с вами в прошлом раз ее делали, контекст, да, в React можете посмотреть, я сейчас разбирать это отдельно не буду. Давайте, я просто перенесу с предыдущего проекта. Вот, я перенес, короче, провайдер, вот, auth провайдер, да, который у нас будет иметь какое-то базовое состояние. Так, и type user еще надо перенести. Окей, значит, вот я перенес тип, user interface, вот он такой тип. Ну, опять же, в прошлом ролике мы подробно разбирали, я не буду на этом останавливаться. Вот, и, ну и, собственно, вот сам контекст. Значит, что мы, давайте вкратце разберем. Сам контекст создаем, тип контекста, да, дальше мы указываем, вот он, контекст создаем его, дальше оборачиваем как провайдер, чтобы можно было что-нибудь обернуть, и типа состояние, как будто наш юзер то в системе, то не в системе. Окей, вот, нам этот провайдер просто понадобится, кое для чего. Идем теперь app.js, оборачиваем обязательно нашим провайдером, auth провайдер, обернули, хорошо. Так, и теперь нам кое-что нужно сделать. Смотрите, какая у меня амбициозная идея. Я хочу, чтобы на этой страничке, я не тупо вот здесь, да, на клиенте там условно, ну, неважно где, на клиенте, на сервере, неважно. Я не хочу здесь писать, типа там, я даже не знаю, какую проверку делать здесь можно, или не здесь, или в другом месте. Я даже сейчас в голову не приходит тупой вариант, который можно сделать. Я придумал для себя уникальную методологию, которую использую во всех проектах на Next. Мы можем создать уникальное поле. То есть я бы хотел писать about page, точка, допустим, is only user, только для юзера, is only user, и ставить true. Вот, он сейчас говорит, что такое невозможно, но мы сейчас это все реализуем, и все. И тем самым мы можем блокировать страницу и делать ее только доступно для юзера. Давайте попробуем это реализовать. Во-первых, я создам новые типы для себя. Значит, идем сюда. Значит, я напишу page interface.ts. Значит, export type roles.
У нас будет одна роль пока что, да, это is only user. Она может не обязательно быть, потому что мы можем ее не указывать у страницы и так далее. Дальше. Чтобы этой ошибки не было, нам нужно next page of, от него экстендиться, расшириться, да, и сделать свое поле, добавить туда. Давайте этим займемся. Export type next page of. Тут вставляем page объект. И будет равно next page. Тот же самый generic передаем, потому что он его требовать будет. И прибавляем к нему краски type roles. Вот так. И нам также потребуется тип для компонента. Вот для этого компонента также потребуется тип. Потому что сейчас вот этот тип у нас компонент, он в себе не имеет. То есть этот компонент, это как раз таки и есть вот эта наша страница. И пока что у нашего компонента, ну, короче, я не покажу, у него нету этого поля. У него этого поля нету. Поэтому давайте тоже это заинициализируем. То есть я здесь напишу export type component of field напишу, ну или fields, и укажу вот тот самый компонент, который мы там видели, type roles. Все, сохранили. Вот такой у нас получился. То есть мы описали is only user, то самое поле, next page of, экстендим от type roles, и, точнее, от next page of и приплюсовываем type roles, и здесь указан компонент type roles. Все, попробуем это инициализировать. Здесь меняем на next page of. Вот как раз таки. Теперь, видите, теперь он не ругается. Он говорит, что реально такое свойство есть у тебя, мы его оставляем. Давайте сделаем теперь проверку. Нам нужно в AUF provider передать сам компонент. Вот, сам компонент. Для этого перейдем в app.tsx. Вот компонент, его нужно передать в AUF provider. Давайте его передадим. Укажем, что нам нужен компонент. Для этого мы указываем, как он там, type component AUF fields. Принимаем сам компонент здесь. Вот он. Из него можно сразу достать is only user. Да, и сразу делаем проверку. У нас, помните, есть useEffect, да? useEffect. Ну, даже можно здесь проверить, в принципе, да? Можно useEffect, допустим, на страничку 404 выкинуть, можно куда угодно выкинуть, я не знаю. Давайте сделаем здесь прям, да? Если is only user, и при этом юзера нету, то есть, понятно, да, если у нас is only user, и при этом авторизация есть, то в таком случае у нас, ну, как бы, оно все должно адекватно работать, потому что юзер у нас существует. Но если юзера нет, и при этом требуется авторизация для страницы, то мы возвращаем тогда not found page. Вот так. Тут прокидываем сам компонент. Вот. Если мы еще так прокинем, он будет ругаться, да, потому что он говорит, что такой компонент не подходит. Поэтому мы здесь должны дописать кое-что. Слушайте, мы здесь должны расшириться в этом интерфейсе. Давайте сделаем type app. Мы делаем app props и type component of fields. Вот так. Вот, поменяли здесь, да, меняем здесь, и в принципе будет работать. Окей. Так, здесь все сделали, здесь все сделали. Давайте проверять. Обновляем страничку. Мы не в системе, нас перекинуло на страничку 404. Окей, идем на главную. Эти странички работают. Эти странички работают, потому что, да, мы в системе, соответственно, при этом переходим на About Page. Все, страничка нам недоступна. Круто, круто. При этом убираем эту строчку, сохраняем, обновляемся, и страница теперь снова нам доступна. Вот такое, ребят, интересное решение. И вот таких решений, на самом деле, в нашем вот интенсиве для продвинутых по Next на сайте миллиарды просто. Вот реально, вы кайфанете невероятно, там любые решения под любой вкус и цвет. Поэтому вот хотите более продвинутые, там смотрите на сайте, да, 2000 рублей всего лишь вход стоит, поэтому максимально все дешево и выгодно. Вот, а здесь же вот показал вам часть этого уникального функционала, который я придумал, мне кажется, прям работает невероятно круто и безотказно. Я вам оставлю эту строчку, чтобы вы могли скачать и посмотреть. Вообще кайф. Итак, давайте познакомимся с созданием своего API немножечко, ну буквально прям совсем капельку, да, и потом уже пойдем дальше. На самом деле знакомиться здесь особо нечего, да, мы просто сейчас посмотрим, что у нас здесь имеется, и пойдем дальше, да. Я почему не хочу с этим много знакомиться, потому что я не рекомендую это использовать, никакие там next AUF и так далее, ни в коем случае, ребят. Это все готовые варианты, вы на готовых вариантах далеко не уедете, то есть вам нужно учиться писать свой функционал с нуля. Поэтому API-шку не нужно смешивать с фронтом, я считаю, нужно это вынести в отдельное место, да, то есть отдельно разрабатывать бэкэнд на том же Nest, допустим, и как в интенсиве бэкэнд для продвинутых условно, да, или на том же Express, как в интенсиве бэкэнд для начинающих, да, или все, да, или вообще берите готовый бэкэнд просто. То есть вот так делать не нужно. Я не знаю, зачем они это сделали, честно вам признаюсь. В большинстве случаев это не используется, особенно в серьезных проектах. Как здесь все обстоит? Смотрите, мы создаем API, hello, это значит, что путь будет равен у нас /API/hello. Логично? Логично. Дальше, что мы здесь еще делаем? Допустим, поменяем это на юзера. Получаем одного юзера. Указываем type дату, дата, которая к нам будет отдаваться в ответе. Вот наше имя как раз таки, да. И request. Можем проверять request. Что у реквеста у нас вообще есть? Request. У него есть body, то есть приходит body, допустим, если мы будем пост-запрос отправлять. У него есть... что еще у него есть? Я, наверное, проще перейду в сам... Вот, я сюда перейду. Есть query, понятное дело, запрос, есть куки, есть body. Короче, все то же самое, что есть у бэкэнда, все здесь присутствует, без проблем каких-либо. То есть вы сюда можете отправить как и пост, как и put запрос и так далее. В документации там все есть, там вкратце нужно сделать проверку просто на текущий запрос, что это является get либо пост, и за счет этого делать какую-то историю. Вот, потом в ответе отдаете response статус 200. Здесь обычный экспресс, ничего нового нету, chain операторы, все понятно, да? Возвращаем 200 статус и возвращаем JSON. Все, в JSON указываем что угодно. Допустим, name такой-то. Channel red group. Добавляем здесь тип channel string. Сохраняем, проверяем.
/API, /user, и получили нашего юзера, John, Red Group. Вот так вот. То есть, и вы к этому API-шке, к этой API-шке можете обращаться прямо из GetServerSideProps, прямо из StaticProps и так далее, откуда угодно, без проблем. Короче, такая, как бы, карманная API-шка для тестирования, возможно, окей, как бы, да, но, я не знаю, ничего больше я в ней не вижу, поэтому останавливаться долго на ней не будем. И, ребят, давайте осталось прям совсем капелька. Мы поставим новый Next.js 13, я разберу его структурку, и все, собственно, да, и будем уже подводить итоги, и я вам расскажу, в каких случаях использовать Redux, в каких, точнее, Next, а в каких его не использовать. Создадим, значит, выйдем назад, создадим yarn create next app. Так, название, это у нас будет, как у нас это называлось? Car каталог next, это значит car. Не, ладно, я просто напишу next beta, вот так, чтобы вы просто понимали. Я тоже кину в архив, в общий, да, может там тоже скачать. Да, TypeScript мы ставим, ESLint мы не ставим, source мы ставим, и experimental, да, мы ставим. Алиасы тоже мы ставим. Все, ставится сейчас быстренько у нас. Открываем. Отлично. Так, разберем структурку. Здесь она, видите, более интересная. Давайте, во-первых, инициализируем сам проект. Так, у нас турбопак работает или нет? Давайте посмотрим. Турбопак, ребят, чтобы вы понимали, это отдельно от... А давайте сейчас посмотрим, как его включить вообще. Турбопак. Next.js. То вы понимали, давайте, у меня был ролик по Next 13 на канале, можете посмотреть, турбопак против вид. Он в миллиарды раз быстрее, я очень жду, когда он выйдет, но он пока еще не вышел. Турбопак, вот тут, по-моему, да, я видел, 700 раз быстрее, чем веб-пак, и, по-моему, в 70 раз, да, быстрее, чем этот. Я не помню, ребят, вот тут, по-моему, да? Да, вот, что-то типа 3 секунды, вид 19 секунд и так далее. Короче, на канале был ролик, можете посмотреть, я там все это дело разбирал. Так вот, давайте посмотрим, как его включить, турбопак. Его нужно прям ставить с турбопаком, да, чтобы он заинициализировался. Окей, ладно, я ставить ряд его не буду, потому что он глючный, лагучий и так далее, пока его не щупаем. Давайте смотрим дальше. Значит, вот, включаем нашу папочку app-dir, и вот та самая папочка app. Что мы здесь видим, ребят? Мы здесь видим ту самую пишку, все так же, да, прекрасно. Вы, наверное, могли подумать, а что такая за структура интересная, как теперь с ней работать? Смотрите, теперь у нас есть favicon-очка, прям здесь, да, и мы прям все можем складывать прямо вовнутрь папочки app, и не париться вообще. С API-шкой мы уже подружились, поработали. Page, вот наша страничка, да, полноценная. Вот дальше page модуль, спокойно лежит без каких-либо проблем. Есть также layout, вот он наш layout замечательный, вообще прям кайф. И, как видите, в layout мы теперь можем прописывать метадаты, да, и они будут назначаться. То есть нам не нужно там больше писать метафайл, как я это до этого делал, все очень удобно, title, description. То есть это очень все похоже на тот же, если ничего не путаю, в ремиксе, да, то же самое, если ничего не путаю. Могу путать, я в ремиксе очень мало работал, практически только на стримах, да, вот. Global CSS то же самое у нас остается и так далее. Значит, и теперь, если мы откроем наш файлик, yarn, dev. Так, все, запускаемся. Вот, все так же у нас открылось, замечательно, да, все так же работает. Давайте попробуем создать теперь свою структуру. Новый файл, car, new page, ID. Мы, по-моему, ID не так делаем, да, по-моему, ID как папку мы теперь делаем. Вот так, по-моему, ID, а внутри уже файлик page tsx. Попробуем перейти. Car 1. Да, видите, открывается. Вот, то есть теперь структура имеет следующий формат. То есть не как до этого, да, была структура, а вот и в таком формате. То есть делаем car, потом указываем динамичную папочку, а уже потом page. И что реально удобно, вы теперь можете здесь складывать все, что хотите. Помните, я говорил, у нас был минус, вот когда я разбирал Next, обычно текущий Next адекватный, да, там нельзя было такое делать. Теперь можем сюда ложить интерфейсы, стили и так далее. И это основная фича, в принципе. Есть зарезервированные моменты типа лейаута, типа лоудинга и так далее. Ошибки можем обрабатывать. Это моменты зарезервированы как раз таки. Можем посмотреть с вами. Next 13. Layout. Опять же, я на канале просто разбирал уже подробно X13, можете там посмотреть. Ну вот, пожалуйста, вот пример, да, то есть page, dashboard, page, это мы с вами уже только что разобрали. И вот layout, да, принцип лейаутов. Ну, мы с вами опять же лейауты до этого делали, и вы теперь понимаете, что такое лейаут и для чего они используются. А ошибки можно отлавливать и так далее. Короче, Next 13 очень интересно, вот эта бета-версия, да, но пока что вообще крайне не рекомендую использовать, особенно с турбопаком, это прям вообще, ну, неуправляемая колесница какая-то. Вот если вы посмотрите здесь, что он нам пишет, спасибо там за использование, что-то писал, но будьте аккуратны. Вот, потому что реально штука, конечно, крутая. Вот я очень жду, когда это все выйдет уже в паблик, да, уже прям можно будет юзать на продакшене, но пока что очень багованно и лагуче, пока не рекомендую ни в коем случае, потому что я пробовал Amazon 2.0 проект, который вы видели, я там рассказывал про эту историю, я пробовал вначале писать на Next 13, хотел порадовать его с новым Next и так далее, но потом понял, что еще не вариант, еще рано, он еще не способен вытягивать полноценные большие приложения. Да, то, что там индусы на индийском ютубе или на англоязычном ютубе, да, пытаются там что-то делать на Next 13,
этом, выглядит все красиво и нарядно, но это слабые проекты. Вот я попробовал тот же Amazon 2.0 начать делать там, и я уже столкнулся с миллионом ошибок, потому что слабый проект он может вытянуть. То есть я сейчас могу условно какой-нибудь блок написать здесь без проблем, но если идти дальше, там будет полный трэш ошибок и так далее. Ребят, давайте в конце поговорим про Next, когда его нужно использовать вообще, то есть в каких случаях его использовать, в каких случаях нет. Вот такой вопрос задал мне подписчик в чатике как раз таки, да, спрашивает: Макс, а когда вообще нам использовать Next, а когда React? На самом деле, ребят, для меня Next заменяет полностью React, то есть где бы я ни был, какой бы проект ни был, я всегда тащу Next, потому что в Next удобный роутинг, уже встроено SEO, уже есть image компоненты, уже есть фонд компоненты, то есть уже из коробки много функционала, который идет доп. И какой-то потери в скорости я вообще не ощущаю, а наоборот только чувствую прибавку скорости. Для меня он как будто везде, но если рассуждать именно более здраво, то есть реально, можно ли, есть ли случаи, где, допустим, Next реально не нужен? Наверное, есть. Если мы возьмем какие-нибудь, допустим, SPAV, то есть если мы берем, к примеру, типа всякие сервисы, не знаю, CRM-системы, где не нужна SEO-оптимизация, хотя, опять же, у них есть часть, которая для SEO, да, допустим, там, статьи и так далее. К примеру, CRM-системы, к примеру, банковское приложение, к примеру, что еще, сайт по фильмам, да, то есть, ну, ладно, по фильмам там все-таки нужна SEO, ладно, ошибся немного. Короче, все, что связано с закрытой экосистемой, закрытым всем, где не нужно SEO, и где не нужно подгружать данные на сервере, где вам хватит клиентской части, все будет работать на клиенте, то там используйте Next, точнее React. Если нет, то Next, вот и все. Я почти везде использую Next, потому что тебе не нужно ставить отдельно еще React Router DOM, у тебя все уже и так включено, и это невероятно удобно на самом деле. Я прям вообще кайфую, я прям реально наслаждаюсь. И важное понимание в конце, небольшой дисклеймер для тех, кто будет юзать вообще Next, или для тех, кто уже использует, и для тех, кто задает тупые вопросы постоянно. Смотрите, ребят, ключевой момент, который вам важно понимать, и я это сам не сразу понял, когда начал пользоваться Next, это то, что Next, ребят, тот же самый React, абсолютно тот же самый React. Вы ничего не теряете, вы только приобретаете, и не стоит чего-то бояться, ничего, не стоит там чего-то выдумывать себе, рассматривать какие-то Next Redux в Wrapper и так далее. По факту, ребят, работайте в Next, как в обычном React, но с особенностями. Но помните, что ваш код грузится на двух частях, и на сервере, и на клиенте. Если вы этого не будете помнить и про это забудете, у вас будет код все время ломаться, и вы будете думать, что за ошибка, я не понимаю. У всех такое, ребят, на старте. Вы просто не понимаете, у вас нет базы, вы не понимаете, ну, как, в чем разница вообще в целом. Если у вас в голове будет понимание, что этот код работает и на клиенте, и на сервере, и вы будете с учетом этого делать определенные моменты, то у вас все будет прекрасно работать. А так, работает все идеально. Redux работает так же, как в React, все компоненты, все библиотеки, все что угодно, все работает так же, как в React, но с некоторыми особенностями, с которыми нужно подружиться, и у вас будет вообще прям не проект, а пушка какая-то. На этом все, с вами был Макс, канал Red Group, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про подписку, ссылка в описании, пока цена дешевая, выгодная и так далее, покупайте подписку, продолжайте текущий курс дальше, кайфуйте, на сайте невероятно крутой контент, и это будет лучшая благодарность для меня, если поддержите наш проект копеечкой, да, и, собственно, поставите лайк и комментарий. Напоминаю, 1000 лайков набираем, и следующее видео точно будет по Redux Toolkit плюс RTK Query. На этом все, ребят, спасибо за просмотр, всем пока.